Я приветствую всех, кто заглянул на канал Астро Испирационе. 2025 год, год змеи. Таро прогноз для всех знаков или для всех тотемов по китайскому или восточному календарю. И я особенно приветствую тех из вас, кто рожден в год змеи. Теперь это ваш выход на авансцену, мои дорогие. Это ваш год, год вашей максимальной реализации. Конечно, не все будет реализовано в течение года, потому что есть такие более глобальные проекты. Нам времени попросту может не хватить. И тем не менее, положить начало каким-то своим свершениям или попробовать воплотить мечту в жизни, реализовать, для вас нет ничего невозможного. Задача будет состоять в том, чтобы адаптироваться к той обстановке, которая складывается, быть милосерднее, добрее к самим себе, сбалансировать наши эмоции, принять мудрые решения, за которыми последует новая организация жизни. Возможно, в течение года нам придется не раз принимать Соломоново решение. Но у вас как раз больше всего возможностей, потому что змея, она мудрая, она наблюдает, она не торопится, она делает выводы и только потом действует. И, наверное, вот эти энергии будут дважды важны, забегая немного вперед. Почему? Опять же, потому что 2026 год. Это следует год огненной лошади. Это весьма может быть непредсказуемым годом или когда могут быть стремительные какие-то события или перемены. И в 2025 году для всех, для каждого из нас будет, наверное, очень важным понять или разграничивать, где, к примеру, заканчивается честность и начинается доверчивость, где завершается независимость и переходит она в гордость, где граничит смелость, отвага, какой-то героизм и необоснованный риск. Что такое есть доброта и непостоянство? Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И у нас сегодня колода Таро иллюминатов. Я так надеюсь, важные подсказки мы получим. Первую карту, которую мы с вами достанем, это будет означать энергии, ваше настроение, ваши возможности. 3 важных события. Или пусть это будет как 3 сферы жизни, где можно ожидать изменений, перемен или то, что, в чем вы наиболее продуктивны, какие вопросы вы можете решить. Что вас удивит? Или из разряда «что случится, а вы этого не ждете». Кто или что появится неожиданно? От чего вы откажетесь сами или вам это придется трансформировать, возможно, реструктурировать или изменять. И последнюю карту мы достанем как совет на год, который откроем в самом конце. Давайте узнаем, каковы энергии 2025 года. Королева кубков. Очень символично. Вашему знаку зодиака это та, которая наблюдает. И, кстати, первые колоды королева кубков это была королева-русалка, которая, правда, на своей волне. Она анализирует, что происходит вокруг нее и принимает правильные решения. Где-то это может свидетельствовать, с одной стороны, это карта любящего человека, мы это знаем. Личная жизнь, видимо, энергии этого года будут располагать к тому, чтобы тот, кто вам дорог, или тот, кого вы любите, был рядом с вами. Для людей семейных, безусловно, взаимопонимание будет царить, или вы для себя сумеете видоизменить свою личную жизнь для тех, кто один или одна, или для тех, кто в паре, может быть, оформить отношения, если вы просто проживаете. Ну, а для тех, кто человек семейный, здесь как раз добрые события какие-то идут. Вам вообще все будет нравиться, вы правда на своей волне, и вы себя будете чувствовать, что как у меня больше возможностей, поскольку я могу предвидеть некоторые события. В этот год у вас будет работать великолепно интуиция. Но основные направления года, которые вам придется решать или уделять внимание, это первое– деньги и второе– личная жизнь. Но вам этот год понравится. Я не могу сказать, что это будет всегда просто,
Но, в принципе, для вас нет ничего невозможного. Где-то эта карта подразумевает, что мы не идем и не делаем ничего такого, чтобы нам могло навредить. Поэтому вы проявите свои лучшие качества характера и сумеете воплотить в жизнь даже то или начать, например, что, в принципе, прежде у вас не получалось, что-то не стыковывалось. Вы тут найдете 1001 решение. Давайте узнаем 3 сферы жизни или 3 важных события. Первое, что случится в течение 2025 года. Королева мечей. Я должна сказать, у вас уже 2 королевы. И поэтому тот, кто рожден в год змеи, неважно, кого, кто меня сейчас смотрит, девушки или мужчины, вы будете в центре внимания, вы буквально будете блистать. Надо сказать, что по восточному календарю, если женщине говорят, вы настоящая змея, это как звучит комплимент. Поэтому вы в центре внимания, может быть, и прекрасной половины человечества. Должна сказать, сплетничать могут, это правда. И даже для мужчин это тоже как знаки внимания. И вы можете находиться вот под особым вниманием прекрасного пола. Будут стремиться к знакомству с вами или захотят с вами продолжить какую-то дружбу. То же самое относится и к девушкам, к девочкам. Ну, личную жизнь тут правда можно обустроить кардинально иным каким-то образом, если вы ставите перед собой такие планы. Ведь у каждого своя составляющая в личной жизни, и я это допускаю. У кого-то, может быть, и прежняя история была со знаком минус, какой-то опыт вы уже получали. Но по королеве мечей это прообраз Юдифи именно в этой колоде, когда мы можем сами от чего-то отказаться. Но в конечном итоге это карта независимости. И независимость, насколько она будет важна или в каком векторе вы ее захотите продолжать, это будете определять вы. По этой карте могут проходить и важные согласования. По этой карте проходит интеллект, интуиция, вдумчивость, когда себе не навредить, когда будет буквально помогать какое-то многословие. И многие люди из вас, это правда, по крайней мере, насколько я могу ориентироваться по моим знакомым, это люди немногословные. Они и действительно анализируют. Змея дает правильные советы, но, видимо, самим себе вы будете подсказывать благодаря отчасти интуиции или правильному анализу той обстановки, в которой вы будете находиться, как вот действовать. Вам будет часто буквально помогать, когда вы действуете в одиночку, когда вы не расскажете никому свою тайну, когда вы не расскажете не только тайну, не поделитесь, а может быть даже не поделитесь своим проектом, именно как идея. Идеи тоже могут украсть. У вас здесь будет безошибочно работать шестое чувство, и для вас практически нет ничего невозможного. А может быть, вы окажетесь как раз в центре внимания, рост вашей популярности. Такое может быть. И тогда вам тоже приходится быть в тех энергиях, когда себя нужно сохранять. Для вас, повторюсь, нет ничего невозможного. Вы в центре внимания. Самое время блистать. Второе важное событие– победа. Что тут скажешь? Но все же по этому аркану эту победу приходится сохранять. Мы не можем расслабиться, иначе все пойдет наперекосяк. Поэтому второе важное событие, в какой-то значимо или важный вопрос, или сфера вашей жизни, вы достигнете этой победы. Но продолжайте все контролировать. В нашей карте изображен победитель с уставшим лицом. И это происходит потому, что он знает цену этой победе. Он знает, что вот эта толпа, которая рукоплещет ему, это не постоянство. Сегодня она восторгается, а завтра она будет искать новых героев. Поэтому какую-то победу вам нужно переложить на длительное продолжение. Для вас действительно очень благополучный год. Третье важное событие. Ну, наверное, то, что я где-то говорила, деньги и личная жизнь. Деньги– это и область наших достижений, откуда к нам приходят деньги, или откуда мы их получаем. Тут разные источники дохода могут у вас проигрываться, кстати. Кто-то с учетом королевы мечей. Мечи– это как воздух, эфир, интернет, всерьез задумаются или достигнут небывалых высот по части, к примеру, изучения IT-технологий, новых технологий, работы посредством интернет, или когда вы будете работать, может быть,
пользуясь искусственным интеллектом, или будете изучать что-то вот в этом направлении. И если мы сказали, опять же, деньги, вот она победа, и мы сказали личная жизнь, вот вам туз кубков. Это правда. Считайте 2 победы. Поэтому вам, мои дорогие, стоит только захотеть. Потом вы правильно проанализируете, адаптируетесь вы к любой ситуации, в любой сложности в 2025 году и найдете правильные фарватеры, как и в плане самовыражения, новых творческих планов, возможностей, заработков, так и любви. Давайте мы узнаем, что же вас удивит. Что случится из разряда того, чего вы не ждете? Завершится какая-то пауза, завершится какой-то сложный вопрос, когда вы не знали, как к нему подступиться, или вы не знали, каким образом мне взаимодействовать с нужными людьми, где найти этих нужных людей. Какая-то длительная остановка или какой-то зависший вопрос окончательно решится. Отчасти он решится благодаря вашим правильным решениям. Может быть, это не будет какой-то, знаете, как важное действие или какая-то ваша активность. Здесь вы можете просто передумать чем-то заниматься, и это для вас будет означать выход из тупика. Если мы спросили, что вас удивит, ведь какая-то, как вот тупик, Т-образный буквально перекресток, когда мы ехали или шли куда-то и словно упираемся в стену, и нам кажется, что в этой стене еще есть дверь, а на самом деле двери нет, и происходит осознание того, что, а и правда, не жди того, кто не придет, или мне не нужно преодолевать этот барьер, потому что у меня теперь вообще изменились планы. Ведь наш подвешенный, он сам себя подвесил. И это совершенно необходимо, чтобы увидеть в новом ракурсе. И если мы меняем наш ракурс на 180 градусов, то и ситуация меняется, и наш человек из подвешенного состояния уже танцует. Вот какая-то пауза, какая-то неразбериха, путаница. Для кого-то из вас состояние жертвенности, это тоже проходит по этой карте. Оно завершается. Вас удивит, что вы сумеете как-то легко и просто решить те вопросы, от которых, допустим, вы прежде не могли отказаться, или вас словно это держало в состоянии вот такой, как заложник, или вас держала какая-то ситуация в заперти, или что-то становилось на паузу. Вот здесь будет абсолютно точный прогресс. Или, может быть, даже так, когда вы от чего-то отказываетесь, и вы таким самым образом завершаете какую-то качелеобразную ситуацию. Или, может быть, когда кто-то в отношении вас пробовал или делал попытки управлять вами. Вот люди же разные, мы тоже с ними сталкиваемся. Вот здесь вы набираете силы и красиво, элегантно, ну, практически самую безысходность или самую сложную какую-то путаницу жизни. Вот вас удивит, насколько легко вы сумеете решить. Давайте мы узнаем, кто или что появится неожиданно. Должна сказать, по тройке мечей это всегда карта прошлого, карта здорового равнодушия. И у нас уже это никаких эмоций не вызывает. Поэтому вот тот, кто из прошлого, может неожиданно появиться. Или, глядя на вашу успешность, у вас прекрасные карты выпали, правда, мы с вами об этом говорили. У кого-то может быть, кто за вами наблюдает, мы говорим сплетничают, да, или за вами наблюдают, иными словами, за вашими успехами кто-то может наблюдать. И для кого-то из вас может, как удивление или появление неожиданно конкретной персоны, которая будет обусловлена именно тем, что, глядя за вашими успехами, мои дорогие, захочется, ну так это, приблизиться к вам поближе, потому что увидит ваши какие-то достижения и, может быть, пожалеют о том, что с вами какие-то контакты были прерваны. У кого-то это может проиграться по работе. И тогда я даже могу предположить, что по работе какое-то сожаление, что вы теперь не работаете в какой-то организации, о себе тоже могут напоминать. Одним словом, вам будут напоминать те люди, с которыми вы сложно расстались, когда они вам добавили каких-то неприятностей или сложных эмоций, которые вам довелось пережить. И вот теперь, глядя на ваш какой-то успех, они хотят вернуться в вашу жизнь.
но или, может быть, какая-то прежняя история, если мы говорим, если она была связана вот с этим тупиком жизненным, или когда вас пытались использовать, мои дорогие. Вы были какой-то период времени кому-то удобны. Вот здесь вы это тоже завершите. И в зависимости от того, как вы сочтете нужным, вы можете кому-то сказать «да», если вы увидите свой интерес, или вы сможете кому-то совершенно легко и просто отказать. От чего же вы сами откажетесь или вам придется трансформировать? Вам придется трансформировать свои планы, вам придется, может быть, отчасти менять траекторию в плане финансов. И правда, мы ожидаем, что новые финансовые системы как раз могут за счет планетарных даже транзитов астрологических, если мы рассматриваем не совсем восточные гороскопы, а в целом западную больше астрологию. И 2025 год – это год как и высоких технологий, так и по части денег, новых взаиморасчетов. И принц Пентаклей у нас едет медленно. Эта карта может свидетельствовать, что мы словно перестраиваемся. Это необходимый ракурс берем. Мы куда-то не торопимся. Но это карта прогресса. Я ее называю карта марафонского забега. Вы для себя в мелочах делаете что-то очень важное в течение 2025 года или буквально определяетесь с направлением, что же вы будете продолжать, и для кого-то это надежный фундамент по части вашего заработка вы закладываете в 2025 году. Но видоизменять или как систему взаиморасчетов, может быть, как дополнительный доход, вот по части денег, здесь как новая траектория или новый фарватер. Но это то, что вам нравится. Это то, что для вас будет означать безопасное направление или наиболее надежное по части денег. Или для кого-то из вас это тот будет денежный прогресс, когда вы сумеете заработать крупные суммы. Все зависит от того, чем вы занимаетесь. Давайте мы посмотрим карту «Совет». Будь готов к неожиданностям, будь готов к переменам. Колесо фортуны, карта удачи, самой по себе фортуны. Но тут быстро приходится принимать решения. Быстро приходится принять какую-то и реальность тоже. Э, Может быть, не отложить что-то на потом, мои дорогие. Но сама фортуна благоволит вами. Слушайте свою интуицию. Вы в этот год сумеете сделать важный прорыв. Решить, наверное, вот все то, что я говорила по этим двум картам. Как и вопросы в личной жизни для кого-то, добрые энергии, карта радости, карта любви. И значит найти и для тех, кто один или одна, партнера надежного, искреннего, который вас понимает без слов, который будет с вами очень длительный период времени, с кем, возможно, вы сможете создать не только любовный союз, но еще и дружеский союз, и у кого-то это может ознаменоваться, к примеру, начало семейного бизнеса с хорошим продолжением на добрый период времени, долгий период времени. И сама по себе победа – это как и ваши достижения, как и решение финансовых вопросов у вас тоже получаются. Для вас нет ничего невозможного. Повторюсь, сама фортуна старается вам помочь. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных в год лошади по китайскому или восточному календарю. Это тот период жизни, который нас призывает к мудрым решениям. Почему? Мы столкнемся с событиями, внешними важными обстоятельствами, которые будут оказывать влияние на нас, но мы их не сможем изменить. И наша задача будет состоять в том, чтобы адаптироваться к той обстановке, которая складывается вокруг нас, и быть, безусловно, милосерднее к самим себе. Сбалансировать наши эмоции и принять мудрые решения, за которыми последует новая организация нашей жизни. Возможно, в течение года нам придется не раз принимать Соломоново решение, мудрое решение. И сделать это совершенно необходимо, поскольку 2026 год – это ваш год, мои дорогие. И это год огненной лошади. А огненная лошадь – это не все остальные представители вот этого тотема. Некоторая непредсказуемость или стремительность может нас ожидать в 2026 году. А 2025 год змеи нам дает возможность отдышаться или принять более мудрые решения в основных
значимых наших проектах или сферах жизни. Разграничить такие понятия, как где заканчивается честность и начинается доверчивость, где или что из себя представляет наша независимость и где она переходит в гордость, что для нас означает смелость и когда она переходит в необоснованный риск, и что есть доброта, как мы это понимаем, вектор доброты и непостоянства. Давайте узнаем, что нам подскажут карты Таро. Рассмотрим в целом энергии, которые обещают этот год для рожденных в год лошади. И первую карту, которую мы с вами достанем, это общие энергии на год для вашего тотема. Ваше настроение. Дальше мы достанем 3 карты, и как 3 важных события, может быть, это свидетельство, как 3 разных сферы жизни, которым вам придется уделять внимание. Следующая карта «Что вас удивит?» или «Что случится из разряда того, чего вы не ждете?» Кто или что появится неожиданно? От чего вы можете отказаться сами, или вам это придется несколько видоизменять или трансформировать? Достанем карту «Совет», которую откроем в самом конце. Итак, в целом энергии года. О себе могут напомнить люди из прошлого. Или карта может говорить именно в этой колоде карт о том, что есть тот человек, которому вы можете доверять. Для вас, в принципе, энергии будут очень добрые, если рядом с вами есть надежный друг. Может быть, это и подруга, или имеется в виду ваш по личной жизни партнер, может быть, это ваш супруг или какая-то личная история любви. Эта карта может свидетельствовать еще и о том, что по части работы или вашего бизнеса иметь хотя бы как минимум одного человека. В наше сложное время это уже более чем достаточно, которому вы будете доверять. Тот, который может с вами разделить не только как какой-то минус или какой-то проигрыш, но который вместе с вами может искренне разделить также радость, вашу победу. И пусть это будут те отношения, которые вы, может быть, на начало года еще пока не видите, не знаете. Для кого-то из вас будет возможность встречи такого человека или может проявиться какой-то человек из прошлого, с кем, может быть, предыдущий период жизни по каким-то причинам либо вы расстались, либо сама по себе связь была оборвана. Все же шестерка кубков говорит о том, что мы кого-то знали прежде. И вот здесь могут быть возобновления тех или иных отношений. Вы можете открыть для себя какого-то человека словно заново или принять во внимание, что вы в чем-то ошибались в отношении конкретного человека. Но, тем не менее, все то, что я сказала в самом начале, вот это доброе партнерство, у нас изображены на карте именно в этой колоде двое детей. Обратите внимание, белые волосы, именно цвета в этой колоде тоже имеют значение. И белый цвет– это символ искренности, невинности, честности и доброты. Вот поэтому такого партнера задача иметь основные энергии. Кто знает, может быть, вы не раз обратитесь за помощью к такому человеку. Или пусть это будет не помощь, пусть это будет добрый совет. Или, мои дорогие, умение выслушать. Ведь нам часто не хватает именно того человека, которому мы можем положить голову на плечо. Или выплакать свою боль. Или поделиться радостью и понимаем, что он не позавидует, а порадуется вместе с нами. Вот такие партнерские отношения у вас должны быть построены. За период 2025 года. Ну, давайте мы с вами раскроем, что же за 3 важных события. Изменить статус. И, может быть, эта дружба для кого-то перерастает в оформление отношений. Изменить практически ваше «я». Ведь императрица– это символ нового «я». Поэтому для вас на 2025 год вот такая задача. Для кого-то это может быть построить карьеру и изменить статус благодаря карьере, росту вашей популярности. Может быть, это будет как для кого-то из вас рождение ребенка. Ну, соответственно, вашему возрасту и вашим намерениям и целям. Кто-то может стать мамой или ожидать, может быть, рождения малыша. По этой карте проходит еще и само по себе финансовое благополучие. В целом благополучие
сразу по нескольким темам или сферам жизни. Это могут быть и вопросы дома, вашей семьи, вашего переезда, или когда вы меняете сферу вашей занятости, потому что вас заинтересует что-то другое, и за 1 год вы можете добиться как и фундамента какого-то, допустим, финансового, и так уже и продвижение тоже, неограниченные практически возможности, которые вас ведут к новому качеству жизни. Новое качество жизни само по себе идет по этой карте. Второе важное событие. Давайте узнаем. Колесница, посмотрите, у вас второй старший аркан. И колесница именно в этой колоде – это наш последующий успех, и нам карта говорит: не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. Карта скорости, быстроты, быстрой смены событий. Но встречать новое что-то – это будет положительный момент, но, может быть, правда, правильно придется проанализировать и прошлое, успевать от чего-то не отказаться, быть готовым, может быть, куда-то собраться и отправиться. Или когда у вас будет складываться не раз в течение 2025 года возможность завершить какой-то проект. К примеру, по получению документа важного или каких-то важных согласований, контрактов, соглашений. И вы не можете терять ни минуты, потому что то, что вы отложите на потом не будет этой возможности. По этому аркану проходят возможности. Но это те возможности, которые к нам врываются в жизнь совершенно не в том фарватере, как мы их ждем. Это что-то с элементом новизны. И карта говорит: не оглядывайся назад. Прогресс, мои дорогие, вот если так подвести под одно слово. И правда, будьте готовы к неожиданностям. И очень символично, что мы рассматриваем год лошади. Здесь у нас тройка лошадей. А здесь у нас еще, опять же, лошадь и рыцарь жезлов. 4, по сути. Число 4 – это якорь, это стабильность. Вот из каких-то перемен вам нужно построить стабильность, мои дорогие. И это сделать совершенно необходимо, потому что, как я говорила, огненная лошадь нам добавит сюрпризов, хотим мы или нет. Но символика этого года, она такова, и будут срабатывать какие-то, может быть, знаете, на более высоком таком глобальном уровне новости, с которыми мы можем не соглашаться, или какие-то для нас непредсказуемые неожиданности, когда нам тоже придется и адаптироваться, и отстроить свою жизнь в каком-то новом фарватере ключе. Ну, по принцу жезлов тоже добавляет карта вторя колесницы, что не откладывай чего-то на завтра, иначе завтра возможностей не будет. И я должна сказать, по принцу жезлов ему нравится этот драйв. Для него лучше драйв, но только не стоячее болото. Но, может быть, доверенные такие лица или добрые люди, кстати, которые к вам вот так вот, знаете, душевно относятся, для вас совершенно необходимы. Мои дорогие, я вот, глядя на все карты, которые вам выпали, и на 2 старших аркана, ваша задача в 2025 году, как и какое-то новое направление, или пусть направление старое, но все равно какие-то перемены, они будут, неизбежно. Может быть, это как перемены в организации, где вы сейчас работаете. Такое ведь вполне вероятно. Или внешние события будут оказывать на вас влияние. Ну так основная задача – построить надежный тыл, фундамент. И дальше продолжение следует. Давайте посмотрим, что же и вас удивит из разряда того, чего вы не ждете. Вот очень интересно, вот этот аркан – это колода Таро иллюминатов, она построена на символах. И здесь этому аркану соответствует исторический факт, когда, это было много лет тому назад, столетий даже, когда король франков, его звали Хлодвиг, династия мировингов, воюет с готами. И вышло так, что король вместе со своим войском был зажат между рекой Рейн и войском готов. Погибель была неминуема. Но, наверное, на то он был и король, он умел себя взять в руки. И он вот так, ходя вдоль берега, обдумывал эту ситуацию, что я могу сделать. И он совершенно случайно заметил, обратил внимание. Поэтому вот это ключевой момент. Будьте внимательны к тому, что происходит вокруг вас. Потому что тут могут быть из разряда не случайные случайности. Успевайте что-то додумать. Именно об этом говорит наш аркан и где-то наш расклад, наверное, тоже, с учетом вот всех этих карт. То есть это непредвиденные события. Так вот, Хлодвиг, он увидел, что
Болотный ирис, желтые маленькие цветы. Они растут вдоль берега и уходят вглубь реки. Он знал, что эти цветы растут на мелководье, и он предположил, а не переправиться ли мне с моим войском вброд. Сумасшедшая идея, казалось бы, но он именно так и сделал. Он ушел от погони, он переправился на другой берег, он сохранил людей и себя, и в последующем вот эта болотная лилия, она превращается в геральдическую лилию, которую мы сегодня называем флёр-де-лис, или то, что прообраз ириса. Здесь пусть ирис изображен фиолетовый, но в этой карте, повторюсь, и в этой колоде цвета имеют значение. Пурпурный цвет– знак божественного благословления. И, к слову сказать, ирис– это созвучие по одному из древнегреческих наречий. Так вот, ирис означает радугу, как какой-то просвет, возможность там, где мы ее прежде не видели. И сам ангел благословляет вас на какое-то очень важное дело или помощь высших сил, которая приходит неожиданно через знаки. Успевайте заметить эти знаки, потому что вас удивит? У каждого будет своя какая-то сфера жизни, когда будет удивительная возможность, как у этого Хлодвига. Что появится или кто неожиданно? Предложение о том, что вы можете изменить практически траекторию движения. Что я имею в виду? У кого-то изменить сферу деятельности, у кого-то построить карьеру, пусть даже по вашей профессии. Но шестерка мечей мы часто начинаем изучать как IT-технологии, или мы создаем себе большую благоприятную ауру посредством увеличения нашей популярности через интернет, к примеру. Все то, что связано с пространством, эфиром, интернетом, по этой карте идет со знаком плюс. Ну и, безусловно, это карта мужества и заслуженного успеха. Любая 6– это победа, помните, и у вас уже 2 шестерки, уже 2 победы. И где-то будет это говорить общение или ваш круг окружения ближайшего, или, может быть, в целом, когда вы пересмотрите свой социум и взаимодействие с людьми, так и для кого-то это может означать, как успешные начинания в изучении каких-то новых наук или новых сфер деятельности, дополнительного дохода, или когда вы можете совершить куда-то переезд, может быть, очень далеко, или когда, в принципе, для вас будут успешны передвижения, мелкие поездки, и где-то нам об этом говорили уже предыдущие карты. Для вас нет ничего невозможного, но это карта мужества, когда мы должны, прежде чем мы до куда-нибудь дойдем, мы должны отчалить от прежнего берега, от того, где, может быть, уже безжизненная пустыня, или где уже завершилось все и нет прогресса, и нам потребуется мужество, чтобы сделать первый шаг. Искусство первого шага, искусство мелких шагов, искусство идти в одиночку или исследовать непознанную землю без карты. Для этого тоже требуется мужество, но в конечном итоге вас ждет успех. И это будет, может быть, кто или что появится неожиданно. Возможности, опять же, возможность переезда, дополнительного заработка или построения карьеры, или когда, ну, вообще для вас могут открыться какие-то совершенно новые горизонты. По этой карте такое тоже возможно. От чего вы откажетесь сами или вам придется это трансформировать? Королева мечей. Вы можете действительно отказаться, и в этой колоде прообраз Юдифи. И, как известно, я уже не повторяю исторический факт, кому интересно, прочитайте, это та, которая отказалась, так отказалась. Имеется в виду какая-то замшелая ситуация, которая нам надоело, или есть такое выражение «достало». Это уже когда все пределы кончены. И мы понимаем, или мы сейчас решаем этот вопрос, или мы остаемся в заложниках. Вот подобная какая-то тема может у вас проиграться как необходимость перемен. Вы на что-то решитесь. Может быть, вы кому-то скажете «нет». Или когда этот немаловажный момент предусматривает карта, мы должны что-то проделать, опять же, в одиночку. Вам будет буквально помогать молчание. Молчание золота. Это где-то ваша, ну так, знаете, как соломка, которую вы можете себе подстелить, потому что вы не должны быть открытой книгой для окружающих. Поэтому вы откажетесь от многословности или от того, что вы, допустим, прежде считали правильным кого-то предупредить.
Вот такой тонкий нюанс. Или рассказать о своих намерениях, целях. Здесь вы поймете, а нет, мне это мешает, мне это вредит. И поэтому, может быть, и придется пройти какой-то путь в одиночку. Но когда о нем никто не знает, вы будете в наиболее сильной позиции. Поэтому, скорее всего, я могу допустить, что для кого-то будет уход по-английски, потому что именно таким образом будет ваша усиленная позиция. Или когда вы предпочтете какое-то новое направление, и вы тоже об этом никому не расскажете. Вы что-то сами именно сумеете осуществить, и для вас это будет как своеобразный прорыв. Или вы решите какую-то очень сложную ситуацию, как уравнение, где одни неизвестные. Но благодаря, с одной стороны, вашему терпению, здесь терпение будет очень важно, вниманию к деталям, исключению полностью риска необоснованного. Это тоже по Юдифе все проходит. Какой-то просчет до мелочей какого-то вашего плана. Это вам будет тоже где-то помогать. Поэтому от чего вы откажетесь? Еще и откажетесь от неоправданного риска, от наивности, от, может быть, прежних взглядов на жизнь. Тут трансформируется практически ваша личность. Давайте мы спросим, какой совет? Праздник после победы. Ну, все то, что я долгое время рассказывала, и победа, безусловно, будет. Но, видимо, нужно принять во внимание, у вас много таких моментов или много карт, которые вполне конкретно говорят, как действовать и как не действовать. И для того, чтобы была и победа, и праздник, нужно каким-то образом вам, мои дорогие, переложить на составляющую вашей жизни, на ваши намерения и цели. Потому что этот праздник, он не приходит сам по себе. Он приходит к нам от наших правильных и слаженных действий. На кону императрица, ваше благополучие, новое качество жизни. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи для рожденных в год козы по восточному или китайскому календарю. И год змеи– это тот период жизни, мои дорогие, который нас призывает к мудрым решениям. Нам придется адаптироваться к какой-то ситуации, а потом организовать свою жизнь. И почему? Мы столкнемся с теми событиями, которые будут и важны для нас, и внешние, опять же, обстоятельства, которые мы не сможем изменить. И наша задача будет состоять в том, чтобы адаптироваться к этим условиям, к новым переменам или какой-то, ну, важной концепции жизни. При этом быть милосерднее к самим себе. Опять же, сбалансировать наши эмоции, принять мудрые решения. Ведь хозяйка года как раз к мудрости нас всех и призывает. Может быть, то, что мы не сможем изменить, принять как сложившуюся данность или реальность, за которой последует новая организация нашей жизни. И, возможно, в течение 2025 года мы не раз будем принимать Соломоновое или мудрое решение. Наша задача сделать это максимально или с максимальным плюсом для нас самих. Почему? Потому что 2025 год– это может быть некоторая такая передышка, а 2026 год– это год огненной лошади. И несмотря на какие-то турбулентности 25 года, 26 может быть более стремительным годом, когда где-то элемент непредсказуемости, он будет повторяться чаще. И поэтому в 2025 году разграничить для нас такие понятия, как где заканчивается честность и начинается доверчивость. Что такое для нас независимость и когда она переходит в гордость? Что такое смелость в нашем понимании и когда это приводит к необоснованным рискам? Что в нашем понимании есть доброта и непостоянство? Давайте мы узнаем, как видят для вашего тотема, для вашего знака карты Таро предстоящий, или точнее текущий уже 2025 год. Но мы сейчас еще в самом начале находимся. Поэтому рассмотрим несколько ключевых позиций. И первое– это как энергии года для вашего тотема 2025, ваше настроение, именно ваши энергии. Что или какая карта, как характеристика вам выпадет. И 3 важных события. Достанем 3 карты. Это могут быть как 3 сферы жизни или, ну, какие-то 3 важных подсказки.
Что вас удивит? Что случится из разряда того, чего вы не ждете? Следующая карта. Кто или что появится неожиданно? От чего вы откажетесь сами или то, что вам придется трансформировать, реструктурировать, изменять? И достанем карту «Совет». Давайте узнаем ваши энергии на 2025 год. Это карта здорового равнодушия. Не самая вроде как жизнеутверждающая карта, но, видимо, подвести итоги совершенно необходимо. Что-то не получилось сделать в 2024 год. И самое главное по этой карте — не повторить ошибку. Ведь тройка мечей — это не есть с чем мы сталкиваемся заново. Вы можете как раз столкнуться с одной стороны, но эта ситуация не нова. По этой карте это своего рода, когда нам жизнь, судьба, назовите как угодно, может повторить какой-то урок. И, может быть, выйти для кого-то из запутанной ситуации или, наконец, на что-то решиться. Ведь вот это здоровое равнодушие, оно не случайно сложилось. Говорит о том, что в целом 2024 год вас мог не радовать. Или были какие-то, ну, такие минусовые ситуации, когда вы не знали, как к этому относиться. Может быть, вы столкнулись в предыдущий период жизни с каким-то предательством, и вам пришлось это преодолевать, где-то себя уговаривать и быть милосерднее к самому себе. И вот теперь задача не обновить эту ошибку, а видеть будущее в более позитивном свете, но при этом быть осторожным. Именно к осторожности нас больше призывает эта карта, потому что если мы оставляем прошлую какую-то или совершенную ошибку, или пусть по части у кого-то проиграется как раз необоснованный риск или какая-то доверчивость. Вот все то, что я перечисляла еще до карт. Здесь мы понимаем, что да, вот новая стратегия, тактика должна последовать за этой картой. Давайте я достану дополнительную карту. Что, как совет или какие энергии должны превалировать, присутствовать в течение 2025 года? Вот действительно, вам нужно найти какой-то выход из лабиринта. Я всегда так называю карту туз мечей. Словно вот 3 меча или 2 меча, или путаница в вашей жизни. Но существует только один единственный верный выход из создавшегося положения или единственно верный путь. И значит, какая-то путаница, она должна быть устранена. Какие-то события, они не просто так происходили в вашей жизни. Вам это нужно проанализировать, по крайней мере, именно это вам будет помогать. Для вас перестроиться в другие энергии, более решительные, более осознанные и больше внимания к деталям. Здесь нет мелочей на 2025 год. И поэтому, может быть, это будет проигрываться как по части вашего социума для кого-то или через общение. Может быть, важные выводы вы сделаете в отношении некоторых персонажей. Этого я тоже не исключаю. Какая-то работа над ошибками, возможно, в начале 2025 года. Она совершенно необходима. Баланс нужно установить. Давайте мы узнаем, что же за 3 важных события. Ну, правда, у кого-то это самая путаница, когда мы из-за сильных эмоций, мы смотрим в землю, нам герой показан, смотрит в землю. Примите во внимание, что в землю смотреть вообще не рекомендуется, что мы можем увидеть в этой земле. И смотреть в землю и смотреть под ноги — это разные вещи. И если вы так проанализируете или обратите внимание, когда вы идете по улице, когда это не ступени и не какая-то неровная поверхность, а когда вот есть возможность смотреть в горизонт и спокойно, вот так прогуливаясь, созерцать. Обратите внимание, что, как реагируют люди. Они в большинстве своем смотрят в землю. Ваша задача — видеть горизонт, больше пространства или вот эту панораму событий, видеть как 3D-измерение, чего-то не упустить. К вам возможности приходят совсем не тем путем, как вы этого ждете. И нам показан человек, возвращаясь к карте, который не видит того кубка, который ему подается на руке. У вас будут возможности, но ваша задача — их увидеть. Кто-то не может увидеть, потому что разочаровывающая эмоция или какая-то проигрышная ситуация. Может быть, это не 2024 год. Может быть, у кого-то из вас это уже в порядке 6 лет длится. Я такое могу где-то предугадать. И тогда пора выходить из этого тупика. Выход из лабиринта — это основное направление. И здесь увидеть или изменить направление. То есть если мы увидим, с какой стороны
появился этот кубок. Если мы расширим собственный кругозор или горизонт, мы увидим и что жизнь-то для нас заиграет совершенно новыми красками. Второе важное событие. Ну и, соответственно, за этим следует победа. Но вот решиться на что-то, выйти, опять же, из какой-то плотной паутины мыслей, или из которой, ну, может быть, как обстоятельство вам создало эту путаницу, ну и вы-то где-то в ней подзастряли. А тут с чем-то согласиться или на что-то решиться. У кого-то это проиграется в личной жизни. Если прежняя ситуация была со знаком минус, пора завершить какие-то разочарования. И кто знает, может быть, строить новое счастье. Это не значит, что вы надолго должны застрять, сожалея о прошлом, даже если это прошлое с добрыми воспоминаниями, мои дорогие. Меня смотрят люди из разных стран, и значит, у каждого своя была какая-то сложная, тяжелая ситуация, которая нас, ну, внутренне разрушила. И нам пришлось пройти какой-то сложный путь, прежде чем мы, точнее, вообще начали чего-то желать или хотеть. И, может быть, пауза затянулась. Все-таки об этом нам говорят карты, а на кону уже ваши победы. И мы можем не видеть эту победу, потому что мы смотрим в землю. Давайте в третье важное событие. Вам как сама судьба помогает. По аркану Иерофант это как раз судьбоносные перемены и проходят. Это важные согласования. Подписание важных бумаг, контрактов, соглашений. Да, у кого-то бракосочетание может быть, я этого не исключаю. Я не исключаю, что кто-то решится и на бракоразводный процесс, если прежняя история, она как из нуля в рогожечку, или как все время какой-то бег с препятствиями. Нет ни вдохновения, ни взаимопонимания, ни радости. Тут тоже нужно приводить к балансу. И ключи в ваших руках, ключи всегда изображены на карте Иерофант. И это поддержка высших сил. И у вас вообще будут очень успешными согласования. Для вас, в принципе, этот год успешный. Для вас хозяйка года приготовила немало добрых, таких позитивных перемен, когда вы перестанете, может быть, буквально смотреть в землю. Когда для вас жизнь заиграет новыми красками. Когда вы сумеете де юре оформить очень многие свои позиции, найти работу, поменять работу, обустроить свое новое качество жизни, получить новую должность. Для вас нет ничего невозможного. Для вас только лишь нужно увидеть другое направление. Вот мне нечего добавить. Посмотрите, как сразу карты выпадают. Тут можно не верить ни в Таро, ни в гороскопы, но есть последовательность или цикличность, назовите какой-то логический смысл в выпавших картах. Они вас словно ведут или пытаются увести от каких-то разочарований. Что вас удивит? Или что случится из разряда того, чего вы не ждете? И тут правда, это карта харизматичного лидера. Это вы можете стать таким лидером. И, кстати, кто-то может уйти от сложной или непосильной физической работы, когда вы будете больше отдыхать, и вас это удивит. Или когда вы займете лидерские позиции, когда вы создадите, может быть, какой-то свой проект и сумеете его реализовать в жизни. Или когда вы получите высокую должность. Для кого-то из вас вы познакомитесь с новым человеком. Или вы окажетесь в другом социуме, вы измените его. И для этого, в связи, точнее, с этим, у вас может состояться важное знакомство с человеком влиятельным, и я этого тоже не исключаю. Вообще, когда, знаете, меньше хаоса будет в вашей жизни и будет больше побед. Вот это вас конкретно может удивить. Кто или что появится неожиданно. Аркан Луна– это сам по себе аркан неожиданностей. И когда мы видим очертания, мы видим какие-то облики, но нет еще конкретики. И тут у каждого по-своему. У кого-то из вас появится неожиданно, к примеру, человек из прошлого. Такое может быть. Человек у кого-то может появиться из прошлого, глядя на то, что у вас сейчас какие-то успехи. Вот этот момент я тоже не исключаю. Кто-то за вами может наблюдать, к примеру, и видя, что у вас все складывается неплохо, или вы преодолели вот эту путаницу или лабиринт и окончательно освободились от какого-то прошлого гнета, может подумать, дай-ка я попробую вторым реваншем, вторым заходом появиться вот в вашей жизни. И здесь решать, конечно, именно вам.
насколько важен для вас человек, насколько вам дороги отношения или что вас связывает. По этому аркану есть еще и такой момент. Неожиданно. В течение этого года, я должна сказать, когда выпадает аркан Луна, вам категорически карта не рекомендует находиться там, где толпа. Помните, что там, где толпа, вам в противоположном направлении. Не бойтесь остаться одни или буквально в одиночестве. Будьте осторожнее к тем контактам, которые ненадежны. Будьте аккуратны к людям ненадежным. Поэтому какая-то доверчивость, она должна быть исключена полностью. По аркану Луна мы можем, кстати, доверять лидерам. Или в нашей жизни может появиться такой харизматичный лидер с учетом вот этих вот двух карт, если мы их соединяем, которому мы начинаем верить, и непонятно почему. Так вот, пока вы не перепроверите человека, не стоит ему доверять, потому что тут есть еще какие-то подводные камни, рифы, и мы их, на первый взгляд, нам кажется что-то безоблачным, но истина, она скрывается в тени. Поэтому доверяйте своей интуиции, кстати. Она вам будет давать правильные подсказки. И может быть вполне вероятно, что появится неожиданно, как подсказка вашего шестого чувства. Будет вам, ну вот давать такой тихий, робкий совет. Ты туда не ходи, например. Или ты не участвуй в этом деле. Или будь внимателен к конкретному человеку. А вы где-то на полном скаку. Есть, по крайней мере, такая возможность или опасность промчаться мимо возможностей или начать уделять внимание в том направлении или тому человеку, которому, ну, может быть, отчасти и не нужно доверять, или пересмотреть вектор доверия, мои дорогие. Вот здесь правда проигрывается тот момент, о котором я говорила в самом начале, и, возможно, есть смысл повторить, где заканчивается честность или добропорядочность, или начинается доверчивость, где, может быть, завершается смелость, или что для вас смелость, и уже переходит в необоснованный риск. Вот рисковать собой точно не следует. От чего вы откажетесь сами или вам придется это трансформировать, переделывать? Ну, правда, интуиции стоит доверять. Верховная жрица– это та, которая о себе вообще ничего не рассказывает. Молчание для вас золото. Быть где-то на своей волне– это значит где-то избежать как и ошибок, так и о себе, может быть, не проговориться о своих планах. Помните, что и идею можно украсть. По этому аркану проходят люди независимые. Но независимость, она не приходит, когда мы кому-то что-то доказываем и доказали, а когда мы отходим полшага назад и наблюдаем. Очень символично. В этом вам будет помогать хозяйка года, змея. Ведь она, как известно, наблюдает. Она не торопится с выводами, она не торопится с решениями, она анализирует. И вы анализируете все, что происходит вокруг вас, прежде чем на что-то согласиться. Может быть, для вас и будет необходимо сделать какой-то такой очень хитрый реверанс, уйти, буквально отступив полшага назад, отойти в тень, быть как за кадром, чтобы о вас ничего не знали. Вот может быть такой тонкий нюанс. И тогда для вас это откроет новые возможности. Ну и, безусловно, слушайте свою интуицию. Она у вас будет работать безупречно. Давайте откроем карту «Совет». Сохраняй себя от начала до конца. Сохраняй то, что как твоя победа, или то, что у тебя получится осуществить. Сохраняй, будь внимателен к финансам. Сохраняй надежных людей. Все то, что тебе дорого, и то, что у тебя проверено. Будет очень важно обрести некоторый якорь. Имеется в виду надежный тыл, мои дорогие. Вот это или по созданию этого самого тыла, или пусть это будут вопросы недвижимости, когда мы можем наводить и порядок дома, решать какие-то мелкие бытовые вопросы, но это все в целом какую-то ауру надежности для вас будет формировать. Может быть, то место, куда вы приходите отдыхать, или если мы переложим это на людей, на персон, тогда надежные люди, которыми вы, как задача 2025 года, вы должны себя окружить. Это, конечно, потребует и от вас надежных энергий. Но тогда будет важно и не ошибиться, кому доверять. Может быть, основное направление как раз и строится
у вас в 2025 году, кто со мной, а кто может для меня означать какую-то очередную ошибку или, ну, как человека, который меня может подвести или в самый необходимый момент, когда я буду нуждаться в помощи, он мне откажет. Вот есть то, что у вас должно быть как вот это правильное направление. Если уж вы выходите из лабиринта, то вам придется сохранять эти энергии. И потом на последующий период, как и вот эту победу продолжать сохранять, вы не можете расслабиться. И обратите внимание, надеюсь, это видно. Победитель выглядит уставшим. Вокруг ему рукоплещет толпа. Но он не радуется вот этим поздравлениям, потому что он знает цену победе и знает, что толпа переменчива. И обстоятельства жизни переменчивы, поэтому держите руку на пульсе. Доверяйте сами себе. Но что по поводу окружения, здесь, может быть, и есть вот единственный человек, которому вы доверяете. Или этих людей совсем немного. Но через призму, может быть, вам и придется рассматривать отношения с некоторыми людьми. Может быть, и вблизи, и вдали. Иными словами, то в бинокль, то в микроскоп рассматривать или словно разглядывать каждого человека, изучая его, наблюдая за ним и анализируя, что он для вас представляет. Но вот эту победу, она у вас будет. Ее тоже придется удерживать. Не происходит что-то само по себе. Ваши слаженные и выверенные действия на основе выводов каких-то, которые вы готовы принять как новую реальность. И это будет сделать совершенно необходимо. Так и в каком контексте вы готовы себя организовать в будущем. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных в год обезьяны. И 2025 год– это тот год, который нас призывает к мудрым решениям. Почему? А потому что мы, скорее всего, можем столкнуться с внешними важными обстоятельствами, которые мы не сможем изменить. Но наша задача будет состоять в том, чтобы куда-то не торопиться, проанализировать, адаптироваться к тем обстоятельствам, которые уже сложились, или обстановке, сбалансировать наши эмоции и принять мудрые решения, за которыми последует новая организация жизни. Возможно, в течение года нам не раз придется принимать Соломоновы решения, и это сделать будет совершенно необходимо, поскольку 2026 год– это год огненной лошади, может быть более непредсказуем или каким-то более стремительным. Какие-либо и неожиданности нас могут больше ожидать в 2026 году, несмотря на неожиданности 2025 года. И разграничить такие понятия, где заканчивается честность и начинается доверчивость, где завершается независимость или переходит в гордость, что для нас есть смелость, и когда эта смелость переходит в необоснованный риск, что для нас значит доброта и непостоянство. Вот такие самые разные направления нам предлагает хозяйка года, змея, правильно оценить, потому что вполне вероятно в 2026 году нам будет очень важна как какая-то база, как какой-то наш фундамент или надежные наши тылы. В 2025 году это год более спокойных энергий. Вполне вероятно, что уже в 2026 у нас будут другие реалии. Давайте мы посмотрим, как для вашего года рождения, как для вашего тотема, или что это будет означать 2025 год. И первая карта энергии года для вас, для рожденных в год обезьяны. Что для вас 2025 год? 3 важных события, или как 3 сферы жизни, или 3 энергии. Может быть и правда какие-то именно событийный ряд нам раскроет карта. Следующая карта. Что вас удивит? Или что случится из разряда того, чего вы не ждете? Кто или что появится неожиданно в вашей жизни? От чего вы, возможно, откажетесь сами, или то, что вам, ну, даже захочется продолжать, но это придется трансформировать или видоизменить. Достанем карту «Совет», который откроем
в самом конце. Итак, энергии года. Начало. Начало – это как чистый лист бумаги, на котором мы напишем новую историю, захватывающую, может быть, нашей жизни, как новую главу нашей жизни. Это как пока еще нет ошибок, пока мы еще ничего не предприняли. Своего рода перезагрузка такое тоже может проходить, но это еще и наши новые планы. И новые планы могут как-то организовываться с прежними нашими намерениями, но нам приходится себя менять, потому что создалась определенная реальность, то, о чем я говорила до карт, и мы видим это совершенно беспристрастно. Я должна сказать, что для вашего тотема или для вашего знака этот как раз год может быть очень ключевым и знаковым. Почему? Потому что змея к вам благоволит. В принципе, это добрая энергия, если вы готовы где-то перестроить внутреннюю организацию. Здесь может быть разница только лишь в том, что вам может помешать горячность. И нулевой аркан ведь тоже об этом говорит. С одной стороны, много вдохновения, много возможностей. Что-то вы можете просчитать. Где-то вы успеете в нужный момент оказаться в нужном месте. Но и торопливость-то ведь тоже может помешать. Или какая-то неслаженность ваших действий сообразно тем событиям, которые создаются вокруг вас. Здесь нельзя собой рисковать, вот это в первую очередь. Шут идет, под ноги не смотрит. А мы не шут, мы не карты, мы живые люди. Поэтому, ну, где-то на пару шагов вперед вам придется быть прозорливым и внимательным. Но тогда хозяйка года вас наделит необходимой интуицией. Давайте посмотрим 3 важных события. Праздник, мои дорогие. Конечно, кубки могут символизировать личную жизнь, ну и в принципе как какая-то победа, радость, радостное событие в течение года, причем это радость, которую мы разделяем с друзьями или с кругом единомышленников. Значит, как минимум одно дело у вас получится осуществить, вы останетесь довольны. Давайте посмотрим второе важное событие. Ну, видимо, какую-то свою стратегию, тактику вы переложите на более основательную платформу, потому что по принцессе Пентаклей это та, которая уверенно стоит на земле. Это где-то и материализм, но это еще и наш предшествующий опыт, который мы можем перевести в новую октаву совершенства. Обратите внимание, в одной руке Пентакли или материализм, или деньги, а вот пучок колосьев наша принцесса поднимает выше, чем Пентакль. И это символ нашего опыта, когда мы, ну, может быть, не будем собой рисковать, я об этом говорила, или буквально прежние ситуации нам приходят на помощь, когда мы не повторим какую ошибку, или в плане ваших достижений, мои дорогие, вы должны что-то продолжить. Может быть, это символ вашей, ну, как миссии, такое вполне вероятно. Есть то дело, которое определенно вам следует продолжать, но продолжать терпеливо. Здесь не совсем про какой-то хаос. Вот, кстати, по нулевому аркану иногда проигрывается значение как хаос перед началом творения. И вы можете испытывать такое состояние души, когда, боже мой, я вообще не знаю, что вокруг происходит. И тем не менее надо определиться. И есть какое-то положительное зерно, которое вам нужно продолжать. Это то, что будет вас продвигать на пути к успеху. Но элемент новизны, он тоже присутствует. И значит, у кого-то это построить карьеру, или для кого-то из вас дополнительный доход организовать, для кого-то из вас, может быть, знаете, как вообще какая-то новая концепция вашей деятельности может проигрываться. Вас может заинтересовать какой-то новый проект, но я тогда могу предположить, с учетом именно этой карты, он все равно будет основан или вам будет помогать предыдущий опыт. Но тогда по принцессе Пентаклей это то, что вы будете продолжать ну, долгое количество лет. Но и тогда карта будет говорить, что успех к тебе приходит не от того, что ты молниеносно что-то решаешь, а от твоего терпения. Есть та составляющая в 2025 году, которая потребует от вас слаженных действий и настойчивости. Вот будьте внимательны, это как важное событие. Третье важное событие. Ну и возможности будут. Это сама по себе возможность туз жезлов. Это еще и наше решение и решимость.
и первые действия. Но это всегда карта, как прежде мы этой возможности не видели. И у вас это будет связано с получением, например, документа или какой-то важной информации. Сама по себе где-то фортуна, как вот эта рука, которая сквозь облака вам подает жезл и говорит: на, возьми возможность. Не упустить чего-то, не отложить на потом. Но, как я сказала, в этом вы точно успеете. Но тут не только начать будет важно для вот этого праздника, а еще и с терпением, настойчивостью продолжать вот такие, как 3 важные события или как 3 важных энергии для вас, мои дорогие. Давайте мы с вами откроем, что же вас удивит. Вот вы знаете, вас может удивить конкретный человек, может быть, да? Ну так в целом. У нас символ идет, если мы на западную астрологию переложим, это стихия воздуха, король мечей, люди, рожденные под знаком зодиака, стихии воздуха, близнецы, весы, водолей или имеющие там асцендент. Может быть, это просто как символ власти, люди в погонах. Это те, которые носят форму. Форма бывает разная, помним мы о врачах, и для кого-то, что удивит. Нужно уделить внимание собственному здоровью, даже, ну, к примеру, если мы не говорим о болезни, ну, какое-то легкое недомогание. Или когда вы, наоборот, себе какого-то мрака нагоните, а вот здесь вы проясните обстановку, ведь только врач, помните, может определить объективно, именно объективно, ваше состояние здоровья. Поэтому тут не надо додумывать, предполагать, строить планы, доводы. Здесь нужно идти к врачам, проходить обследование, все то, что скажет доктор. И знать о себе наверняка чуточку больше. У кого-то это проиграется важные согласования. По этой карте идут юристы, адвокаты, высокие чиновники. И поэтому документы или все то, что с ними, как вот важные бумаги, все, что с этим связано, это где-то может быть из разряда того, что вы не ждете, а вам придется этим заниматься. По этому аркану, точнее, проходят те персоны, которые при власти, но иногда это банки, банкиры. Может быть, вопросы в банках, у кого-то с кредитами, или закрытие, или взятие ипотеки, например. Ну вот совершенно разные направления. Но вы должны что-то делать наверняка. Вас удивит какая-то возможность решить тот или иной вопрос. Но с другой стороны, вам карта где-то подсказывает. Тебя не должно удивить с опозданием, как мера ответственности. Поэтому проясняйте на берегу, как в отношении вас работает закон. И может быть правда. Есть смысл, если вы сами не юрист, не адвокат и не владеете какой-то темой, а поставили себе в план, ну, заключить какие-то важные соглашения или подписать важные документы или обязательства, мои дорогие. Вот здесь нужно все просчитать. И делать это все безэмоционально, чтобы, иными словами, оградить себя от каких-то неожиданных сюрпризов. Кто или что появится неожиданно? Возможность учебы. Причем возможность учебы, когда вас заинтересует какое-то новое направление. Не случайно нулевой аркан. Вообще это карта экзамена. Это еще и карта сдачи жизненного экзамена, когда мы переходим на новый уровень. И всегда по этой карте, даже если мы что-то изучаем, то мы это делаем не ради любопытства, а есть четкий план действий, когда в последующем эти знания мы переложим на практику и, по сути, получим финансовый доход. По этой карте может еще она и говорить о том, что, конечно, если мы спросили, кто или что появится неожиданно новая возможность в плане работы или в плане заработков. Вы увидите, каким образом зарабатывать можно деньги, возможно, на дому или с помощью интернета. Или у вас как раз король мечей, вы можете изучать. По этому аркану иногда проходят ну, вот все то, что связано со стихией воздуха. И это у нас, будем говорить, пространство. У кого-то вопросы с переездом связаны, когда нужны важные согласования, подписания, опять же, бумаг или виз, или каких-то еще соглашений. Но это могут быть еще и контракты, которые мы заключаем через интернет. Такое тоже может проиграться. Может быть, это вы будете изучать законы, или вам будет интересно какое-то новое направление в вашей деятельности. Обучение, безусловно, проходит, и для вас появляется новая возможность изменить свою жизнь в
в сторону плюса путем освоения каких-то новых навыков, ремесла или как скиллы, да, вот навык сам по себе, когда вы можете очень быстро этот навык освоить и переложить на практику, а в последующем из этого сделать деньги. Вот такое может у вас проиграться как возможность. От чего вы откажетесь сами или вам это придется трансформировать. Личная жизнь для кого-то может проиграться или, может быть, как вопросы переезда, правда? По шуту как раз и проходят переезды. Может быть, переезд с вашей семьей. Или когда вы с партнером находились на расстоянии, может быть, были отношения, была длительная дружба, а здесь вы будете намереваться встретиться или оформить ваши отношения. Праздник как будто состоится, но вы этим будете заниматься. Но то, что придется где-то корректировать ваши планы по части личной жизни, карта об этом говорит. А еще придется корректировать планы по части денег. Вот, наверное, деньги и личная жизнь. Основные два направления, которым вам придется уделить особое внимание. Что-то реструктурировать, трансформировать, потому что обстоятельства меняются. Или будут какие-то мелкие детали, когда вы имеете основное намерение или цель, но для того, чтобы ваш план или основная, как мечта у вас осуществилась в реальной жизни, ну, где-то отшлифовать до тонкости какую-то составляющую или видоизменить свои возможности даже, или подход вам придется. Вам придется быть гибче для того, чтобы адаптироваться к тем обстоятельствам, которые складываются на данный период времени. Давайте откроем карту «Совет». Но нет ничего невозможного. Вот правда, праздник будет, это факт. Туз кубков, карта счастья. По направлению к счастью у вас вообще два туза. И если мы говорим, и хочу подытожить, жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. У кого-то конкретно крупная сумма денег вы можете заработать, и у кого-то в новой области. Будьте внимательны, легкие деньги опасные. А еще второе направление, туз кубков, это личная жизнь. Правильно просчитать что-то, с чем-то и не ошибиться. Не торопиться куда-то, и если правда создается этот хаос перед началом творения, значит, нужно тоже уделить внимание деталям, как по принцессе Пентакли мы с вами говорили, вооружиться опытом. И я могу сказать, что есть у вас возможность для тех, кто рожден в ваш год, переложить на какую-то жизненно утверждающую конкретику, может быть, как вашу идею и проект, и пусть она в этом году начнется как с нуля или буквально с одним пентаклем. Здесь будет идея важна и ваш опыт. Но в последующем вы сдадите вот этот экзамен жизни и сможете заработать крупную сумму денег. А для кого-то из вас возможность быть в новых отношениях или разобраться, может быть, в некоторых вопросах для людей семейных, когда, ну, были какие-то неточности, непонятности или были ссоры. А здесь вы будете смотреть в одном направлении или, может быть, сумеете помириться. Вы сами будете настроены на то, чтобы быть гибче или для того, чтобы уравнять какие-то противоречия. Вам стоит только захотеть найти методы, и вы их найдете. Поставить перед собой цель и более гибко сбалансировать ваши действия, куда-то не торопиться. Может быть, где-то и придется активность проявлять, но все же и терпение, и надежность не последнюю роль будет играть в 2025 году. И эти энергии, они и от вас, этого, наверное, будут ожидать ваши близкие или ваши ключевые партнеры, но и для вас это будет тоже как базис, как основа. Так и документы, кстати. Когда подписываете, будьте внимательны к тому, что вы подписываете. И повторюсь, как закон работает в отношении вас. И тогда нет ничего невозможного. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных в год петуха. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. И 2025 год – это тот, который нас призывает к мудрым решениям. Как известно, змея наблюдает, она анализирует.
И для нас вот где-то в этих энергиях быть, не торопиться куда-то, будет тоже важно. И почему? Ну, наверное, конфигурация, как и планет, это уже не совсем про китайский или восточный гороскоп. Тем не менее, нас призывает правильно оценить обстановку вокруг нас, потому что мы столкнемся с теми событиями, которые будут и важны для нас, внешние именно события или обстоятельства, но мы их не можем изменить. Наша задача будет состоять в том, чтобы правильно адаптироваться к той обстановке, которая складывается, быть милосерднее к самим себе, сбалансировать, возможно, наши эмоции и принять мудрое решение, за которым уже последует новая организация нашей жизни. Возможно, в течение года нам придется не раз такие Соломоновы решения мудрые принимать, и сделать это совершенно необходимо. Мы должны, как некоторый фундамент, базу, наши тылы укрепить, потому что последующий, забегая немного вперед, 2026 год– это год огненной лошади. И этот год может нам принести некоторую непредсказуемость. И даже несмотря на то, что и 2025 он может быть таковым, но, поверьте, в 2026 году многие ситуации могут еще быть более ускоренными. И поэтому разграничить такие понятия, как где заканчивается честность и начинается доверчивость. Что такое для вас независимость и когда она переходит в гордость? Что для вас означает смелость? А вы люди как раз настойчивые, решительные и смелые. Но когда это переходит в необоснованный риск? Что есть для вас доброта, а с другой стороны непостоянство? Вот такие важные направления, мудрые решения. Ну что ты сделаешь? 2025 год. Змея, она наблюдает. Перед тем, как мы знаем, что змея способна сделать молниеносный, как бросок. И, может быть, и от вас такие энергии потребуются. Но перед тем, как вы решитесь на какой-то ответственный шаг, нужно все просчитать и продумать. Здесь спешка, наверное, не самый лучший советчик. Может быть, придется быстро что-то анализировать. Вот этого я не исключаю. Итак, что для вас энергии 2025 года, для вашего тотема? И 3 важных события. Возможно, это как 3 сферы жизни или в целом энергетика года. Следующая карта. Что вас удивит? Или что случится из разряда того, чего вы не ждете? Каковы энергии, опять же? Что появится совершенно неожиданно? Или кто на вашем пороге неожиданности? От чего вы можете отказаться сами? Или придете к выводу, что вам это нужно видоизменить, некоторым образом трансформировать? И достанем карту совет. Давайте откроем, что же за энергии. Вот более хладнокровный, наверное, это все то, что я говорила до карты. Это у нас про образ Юдифи. И, как известно, отрезала, так отрезала. Но это было сделать совершенно необходимо. Поэтому ваши действия, они должны быть очень продуманы. Еще это карта независимого человека. Но это не та независимость, когда мы кому-то что-то доказываем. Предполагает эта карта решительные действия. Это на самом деле так. Но продуманность до мелочей. И когда какое-то дело вы сможете совершить в одиночку. И вам буквально будет помогать молчание, потому что о вашем проекте не будет знать никто. Это говорит еще карта о том, что храни тайну в отношении своих идей. Идею тоже можно украсть. Здесь в основном все направлено на самоодобрение и самосбережение. Может быть, какая-то высшая миссия, если мы говорим про Юдивь. Она как ваша миссия, мои дорогие, она заложена у каждого здесь по-своему. Но первый принцип– себе не навреди. Он должен быть вами просчитан до мелочей. Э, Помните, что Юдивь, она отправлялась, правда, совершая свой героический поступок, благодаря которому она и вошла в историю. Я уже не детализирую, кому интересно, вы найдете эту информацию, но она ведь хранила абсолютную тайну. Ей это помогло. Ей это помогло уйти от опасности или практически пойти в логово врага. Вот самые разные такие могут быть энергии года, когда действительно ваша слаженность, может быть, и потребуются молниеносные действия, но к этому приводят предварительный просчет
и слаженность до пунктуальных каких-то мелочей в событиях или в ваших действиях, или в вашем образе мышления. Здесь что-то может подходить к концу, потому что вам что-то надоело, например. И значит, если вы собираетесь что-то видоизменить или кому-то сказать «нет», вы должны это сделать красиво, элегантно. Помните об этом. По этой карте проходит интеллект, поэтому додумать что-то придется. Рассмотреть с разных ракурсов. 3 важных события. Но вот это то, о чем я говорила. В целом поведение, по энергиям. И мы должны сохранять себя. Своеобразный фундамент построить или наши тылы. Может быть, и по финансам где-то, подушку безопасности, безусловно. С финансами быть аккуратнее. Может быть, для кого-то из вас вопросы, связанные с недвижимостью, вам придется решать и расследовать, может быть, как работает в отношении вашего намерения или то, что вы собираетесь осуществить, закон. Подстраховаться знанием закона, может быть, и обратиться к юристам, адвокатам или узнать, как будет обусловлено или чем, какими последующими действиями решение того или иного вопроса. Вам правда придется что-то просчитывать буквально, математически, и следить за тем, что происходит вокруг вас. Не торопиться. Если мы говорим 3 важных события, четверка пентаклей нет как такового движения. И значит, если становится что-то на паузу в 2025 году, это не значит, что нужно одним махом перевернуть все и решить как-то в один момент тот вопрос, который, ну, не получается решить быстро. Нет, надо принять во внимание, что иногда спешка может вам помешать. Это то, о чем я говорила. Давайте откроем вторую карту. Помните, мои дорогие, что время и все то, что я говорила по первой карте, работает на вас. Праздник после победы будет, то есть и сама победа, и праздник. И опять же, четверка, база, надежность, якорь, уверенность, но уже праздник. Если здесь такое проницательное наблюдение по четверке пентаклей, то здесь, когда мы разделяем праздник с друзьями. Но все равно мы отталкиваемся от четверки, вот от этого якоря. И поэтому себе не навредить. Повторяюсь в очередной раз. Ну, просто 3 карты ложатся, даже не знаю, карт Таро, уже как бы последовательно, логически, одна из другой вытекает. Как будто карты хотят заострить именно на этом ваше внимание. Не время для риска. Время может быть и для смелых решений. Но за этой смелостью должен стоять холодный расчет. Третья карта. Для кого-то проиграется вообще здорово. 4 – это символ надежности, стабильности, уверенности в сегодняшнем и в завтрашнем дне. А 6 по нумерологии – это победа. И это карта заслуженного успеха. Но это не тот успех, который приходит буквально в 2025 году. Это тот, который идет по нарастающим. По этой карте от нас требуется мужество сделать первый шаг. Или нам трое в лодке показаны, они отплыли от прежнего берега. От того берега, где, может быть, уже безжизненная пустыня, нет прогресса. И эта карта будет символизировать для кого-то из вас новые начинания в плане обучения, изучение каких-то новых скиллов, навыков, э, профессии, может быть, или конкретно ремесла, когда нам не требуется много времени, когда мы можем быстро освоить какую-то профессию или приобрести эти самые навыки и переложить уже на практику и идти вот к этому самому успеху. Иногда эта карта проигрывается как рост вашей популярности в интернет и вообще, в принципе, мечи, пространство, эфир, интернет. Работа в интернет или какие-то электронные системы, может быть, взаиморасчетов, которые вы будете изучать, или какую-то новую финансовую грамотность вы будете изучать, я такое тоже могу предположить. Для кого-то из вас вопрос переезда. Меня смотрят люди из разных стран. Да, может быть, и придется действовать быстро, когда создалась ситуация, что вот именно теперь это будет и наиболее удобно, правильно и надежно. Но к этому тоже ведут предпосылки. Какой-то детализированный просчет, хладнокровный расчет. Но тогда набраться мужества и сделать этот первый шаг будет важно. Потому что на пути к успеху самое главное на что-то решиться. И вот вы решитесь, скорее всего, для кого-то как изменение направлений в плане профессии, в плане вашей занятости. У кого-то это проиграется постепенный переход
от одного направления или одной сферы деятельности, а когда вы попробуете в виде дополнительного дохода что-то новое, а потом, может быть, и переключитесь полностью. Или для кого-то из вас, когда вы перемещаетесь куда-то, и там для вас открываются новые перспективы. Кто-то задумает путешествовать, и, может быть, это будет работа, связанная с командировками, и вам это понравится. Но в конечном итоге вас ждет успех. Тут какая-то база надежная закладывается, и одновременно новый путь к достижениям, который как раз символизирует в последующем успех. Давайте мы узнаем, что же вас удивит, что случится из разряда того, что вы не ждете. Тут может быть, мои дорогие, от признания в любви туз кубков. И правда какая-то радость, у вас что-то получится, карта счастья, когда кубок практически переполнен. Голубь из этого кубка словно выпархивает, это мир, благополучие, надежность. Может быть, это вы в ком-то сомневались, но и продолжите еще сомневаться, но правильные выводы сделаете, что-то просчитаете, и тогда может быть сюрпризом, что вы сомневались в каком-то человеке, а здесь он проявит свои лучшие качества. И для кого-то из вас это создание нового союза или продолжение союза. Может быть, да, когда придется примириться, ведь это тоже может быть. По аркану королева мечей, потому что проходит интеллект. Все зависит от того, какая изначально сложилась ситуация. Но сама радость или счастье, то, что может вас удивить, что случится из ряда того, что вы не ожидаете. Правда, вы можете рассчитывать на какой-то более длительный срок, когда у вас получится, к примеру, ну, осуществить свое намерение по работе или по личной жизни, или осуществить переезд. А здесь что-то может и ускориться. Или появиться люди, которые будут с вами на одной волне, или вот как этот праздник разделить с друзьями, появятся единомышленники. И это вас как и вдохновит, так и укрепит в ваших собственных силах, позиции, начинаний. Давайте мы узнаем, э, что же появится неожиданно. Ух ты, вот так. И правда, если мы спросили, что удивит, радость, счастье, что появится неожиданно. Солнце, победа, новое направление. И все то, что я говорила вот по верхним картам. Карта подтверждает. Не бойтесь начинать что-то новое. Не бойтесь завершать что-то старое, что уже, ну, как скрипучая телега, все никак, вроде скрипит, вроде и едет, но и явно не колесница или не служит вашему прогрессу. Ну, где-то изменять направление или добавлять себе, ну, каких-то новых, более вдохновленных проектов, которыми вам хочется заниматься, потому что для кого-то из вас это путь к солнцу. У вас, правда, будет этот праздник. Вам подтверждают обе карты, причем одна старший аркан. Этот старший аркан еще и говорит о том, что, смотрите, у вас происходит какое-то важное событие или, может быть, связано с вашим решением, и ведь это выбор правильного направления. Концепция 2025 года действительно выбрать это самое направление, вот как по шестерке мечей. И этот успех, он приходит, как мы сказали, постепенно. И вот вам придется уделять внимание 6-8 месяцев, продолжать что-то, усиливать свои позиции, укреплять вот эту уверенность, этот якорь, усиливать свой успех. Но у вас, безусловно, что-то получится. Для вас нет ничего невозможного. Вам самое главное правильно оценить свои силы и обстановку вокруг. Давайте мы узнаем, от чего вы откажетесь сами или то, что вам придется трансформировать. Я вам скажу. Первое– это личная жизнь. И здесь у каждого в своем контексте, но это карта вдохновения. Для кого-то из вас это будет творческий проект, который начинается с вдохновения. И, может быть, кто-то создаст YouTube-канал, к примеру, да, или создаст сайт, напишет книгу, напишет картину, напишет музыку. Через вдохновение к вам приходит желание осуществить какой-то проект. И нам показан кубок. Из кубка выглядывает рыбья голова. А рыба– это, как известно, символ денег– раз, и перемещение– два. Знак рыбы, он таков, что как бы две рыбы, которые плывут в разные стороны. И вы можете собираться в одно место, а поехать в другое. Или думали переезжать в одну страну, а поедете в другую. Думали покупать квартиру, а купите дом. Вот что-то такое может видоизменяться, но это тот драйв, который вам нравится.
И это укрепляет ваши финансовые позиции. По части денег или сделать из своего вдохновения деньги есть возможность. Но придется несколько видоизменить концепцию или отшлифовать какие-то навыки, или корректировать мелкие планы. И тогда получится какой-то шикарный узор. Давайте посмотрим карты совет. Доверяй своей интуиции. Кстати, по принцессе кубков это тоже интуиция. И еще один немаловажный момент. Мы говорили с вами по королеве мечей. Она идет в одиночку. Карта вам добавляет. Тебе запрещено находиться в толпе. Есть такая фраза, мои дорогие. Меня несет толпа. И когда мы находимся в толпе, это очень сложное состояние и в первую очередь опасное для жизни, потому что мы не контролируем себя. Толпу мы вообще никаким образом не контролируем. И поэтому, если по воле случая меня люди смотрят из разных стран, вы оказываетесь в толпе, любой толпе, знаете, вам в другую сторону. Всяческий риск должен быть исключен, и даже такой. Здесь есть еще и такой момент, когда мы не видим конкретики какой-то, а на уровне интуиции мы чувствуем, что вот именно этот проект будет выигрышным. Тогда делай первые шаги. Искусство мелких шагов идет по аркану Луна. Через опыт к вам какой-то постепенный, когда вы себе и не навредите, и в то же время опробируете какой-то проект или какое-то ваше намерение, цель, переложите на практику и увидите плоды труда своего. И потом уже продолжите, но где-то ускоряясь. Здесь, правда, себя беречь нужно, слушать интуицию необходимо. Здесь могут быть, если мы про толпу, или про то, что вы можете столкнуться с людьми, которые могут для вас выдавать желаемое за действительно. И тогда слушать самого себя, подсказки шестого чувства, просчитать что-то наверняка, не верить на слово, а перепроверять какую-то информацию. Здесь мы можем быть доверчивыми, вот между прочим, потому что мы чего-то не видим. Поэтому если перед тем, как на что-то согласиться, кому-то сказать «да» или «нет», правда, просчитывайте, берегите себя, и тогда само пространство, Вселенная вам помогает. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных в год собаки по китайскому или восточному календарю. Здравствуйте, мои дорогие, давайте сделаем второй прогноз, что для вашего тотема обещает 2025 год. И пусть он начался несколько позже, делаю это видео, но все же. Год змеи – это тот период жизни, который нас призывает к мудрым решениям. Почему? Мы столкнемся, скорее всего, в течение года неоднократно с внешними, но важными событиями или обстоятельствами нашей жизни, которые мы не можем изменить. И наша задача будет состоять в том, что мы должны адаптироваться к той обстановке, которая складывается вокруг нас, и быть при этом милосердней к самим себе, поскольку придется сбалансировать наши эмоции и принять мудрое решение, за которым последует новая организация нашей жизни. И, возможно, в течение 2025 года нам придется не раз принимать подобные Соломоновы решения, устранять противоречия в нас самих, что-то согласовывать. Но это сделать совершенно необходимо, потому что, забегая немного вперед, 2026 год – это год огненной лошади, когда, несмотря на то, что даже быстрота, какая-то скорость может, или как это через неожиданные события, которые придут к нам в течение 2025 года, и он нас может этим удивить, но в 2026 это будет намного непредсказуемее или стремительнее. И поэтому разграничить для нас такие понятия рекомендуют где-то гороскоп, звезды, восточная, китайская астрология, где заканчивается честность и начинается наша доверчивость, где или что для нас означает независимость и когда она переходит в гордость, что для нас означает смелость, но когда эта смелость переходит где-то граница, когда она может перейти в необоснованный риск, что для нас означает доброта и что для нас есть непостоянство. Давайте узнаем, пусть нам подскажут карты Таро, для вашего тотема рассмотреть 2025 год. Посмотрим с вами энергии. Первая карта, которую мы достанем, будет именно и означать те энергии или настроения, что для вас будет 2025 год.
И мы достанем последующие 3 карты. Это как 3 важных события. Может быть, сферы, может быть, энергии для вашего тотема, для вашего знака. Следующая карта у нас будет говорить о том, что вас удивит, что случится или произойдет из разряда того, чего вы не ждете. Что или кто появится неожиданно. От чего вы откажетесь сами или придете к выводу, что мне это нужно несколько трансформировать или видоизменить. И мы достанем с вами карту совет, которую откроем в самом конце. Давайте будем смотреть энергии, уход или решение. По 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Ну, значит, есть какая-то нерешенная задача, проблема. Может быть, она встанет в течение 2025 года. Куда я иду? Тут может быть и более что-то глобальное, или к чему я стремлюсь. Может быть, это как поиск смысла жизни, или выбор профессии, кстати, у кого-то так, или, может быть, переезд. Ну, наверное, у каждого по-своему. У кого-то выбор партнера по личной жизни. И вообще, что есть для вас ценности. Может быть, где-то это будут на грани ценности и цена, что я поставлю в приоритет, а что я поставлю на второе место. Вы несколько раз в течение года будете принимать Соломоново решение. Придется и внутренние какие-то противоречия в себе, ну так сбалансировать. Но все же это карта смелости и мужества. Потому что мы понимаем, обратите внимание, герой нам изображен на карте, он повернут спиной к нам. И спиной вот к этим кубкам 8. То есть то, что не хочется продолжать. Или есть та какая-то позиция или составляющая вашей жизни, когда вы понимаете, ну я уже все пасьянсы или, наверное, все партии в шахматы уже разыграл или разыграла, и уже что-то никаким образом не может быть продолжено. Я иду вперед. И у кого-то это может касаться либо отношений, либо когда вы понимаете, надеяться можно только на самого себя. Давайте откроем 3 карты, как 3 важных события. Вот смотрите, может быть, это первая карта, которая выпадает в 3 важных событиях, и это 8 жезлов. Это карта скорости, это карта трансформации, и когда мы набираем темп. Правда, тут могут прийти какие-то, как внешние подсказки, вот через обстоятельства, с которыми вы столкнетесь. Или меня смотрят люди из разных стран, когда вам нужно решиться достаточно быстро, участвуя в этом проекте или нет. Еду я туда, ну, куда-то, вот, допустим, да, если это связано с перемещением, что иногда проходит, неожиданная какая-то поездка или неожиданный переезд, у кого-то тоже может проиграться. К примеру, вы раздумывали, вот 8 кубков, или пробовали в прежний период совершить какой-то переезд, но, может быть, вы вернулись или поставили что-то на паузу, может быть, были какие-то несогласованные пункты, и вы даже где-то отказаться были готовы от своей идеи. Вполне вероятно, она ускорится, или появятся новые возможности, или какая-то сама по себе возможность, а то и 8, как 8 жезлов, врываются буквально в вашу жизнь. Будет много информации, вам придется действительно, как хозяйка года, она мудра. Будем говорить, змея наблюдает, она анализирует. Вот и вам, может быть, в каком-то быстром режиме, но придется проанализировать возможности, свои возможности, сообразно тем позициям, которые у вас сейчас могут сложиться со знаком плюс. Оценить степень риска. Вот риск должен быть исключен. То есть просчитывать вам что-то придется перед тем, как сделать наверняка. Или от чего-то отказаться, или кому-то сказать «да». Здесь могут ускоряться события вокруг вас, внося некоторую сумятицу в вашу жизнь или хаос, может быть такое, но это совершенно необходимо для того, чтобы совершилась сама по себе трансформация. Ну, наверное, как по этой карте 8 кубков, человек уже готов к любым неожиданностям, и нам показано, что он идет, ну, впереди только Луна, и, в общем-то, ничего. Но он верен себе, и он верит в собственные силы, и поэтому ему удастся преодолеть любой путь. Но будьте готовы к неожиданностям, как и к новым информационным каким-то потокам. Это ведь, по сути, возможности какие-то приходят. И вам, значит, что бы это ни было, информация или предложение, вам нужно примерить словно на себя. Как я буду этим
или воспользуюсь, или как я с этим буду взаимодействовать, или как я буду жить, допустим, в том месте, куда вы собираетесь переезжать. Здесь придется что-то просчитывать. Давайте откроем вторую карту. И будет вокруг много людей. Кто-то из вас будет пересматривать ваше окружение, может быть, оно будет в течение года не раз меняться. Будут пытаться вас, мои дорогие, вовлекать в те вопросы, которые кому-то выгодно, удобны, но не вам. И вам вот это внутренний дзен, внутренний баланс придется сохранять, чтобы на что-то не согласиться, действительно эти 8 жезлов, или не взять на себя какие-то обязательства. Человек идет один. Вот какой-то путь вам нужно проделать в одиночку. И он идет налегке. Поэтому где-то карта подсказывает. Принимая обязательства, будь внимателен. Иначе ты себя на какой-то якорь или в обязательства, ну, может быть, документальные можешь погрузить, а потом будешь выкарабкиваться тоже в одиночку. Поэтому будьте, ну, наверное, к предложениям внимательны в том плане, что, к примеру, узнать, как работает в отношении вас закон. Или причина и следствие, мы говорим, да, если я на что-то соглашусь, что меня ожидает дальше. Ведь сама по себе карта нам обрисовывает позицию героя. Вот вы представьте, что вы как вот этот герой, который уже изображен на возвышении арки. А сама арка, может быть, это и недостаточно видно, тогда поверьте, арка это еще и на горе расположена. И есть такое значение по этой карте. Вы выше всех. И вот вас пытаются достать вот этими жезлами. Это кому-то нужно, это кому-то интересно. А есть вот один только жезл в ваших руках, и наш герой так на всякий случай его занес, он не парирует никому, потому что до него никто не может дотянуться, он выше всех. Но может сам добровольно согласиться. А вот надо ли? Вот этот вопрос вам придется просчитывать самому, без права на ошибку. Третье важное событие. Куда-то не торопитесь. Это карта харизматичного лидера. И с одной стороны вы усиливаете свои позиции. Это у вас есть возможность не быть на вторых ролях, а быть на первых. Может быть, эта карта будет еще подсказывать и о том, что вы можете столкнуться с таким человеком, который вас где-то будет увлекать своими идеями. И тогда чужие идеи, если вас призывают к чему-то, или вы должны с чем-то согласиться, просчитывайте, мои дорогие. Это все то, что я говорила только что. Это ваша задача, как ваша миссия занять лидирующую позицию, но сделать это очень аккуратно, элегантно, себе не навредив. И для кого-то получение новой должности или начало нового творчества, новой работы, новых каких-то перспектив, возможности будут. Но здесь куда-то и не торопиться, обратите внимание. Король наш сидит, он никуда не торопится. И карта подразумевает под собой действия, по сути дела, бездействия. А действия только в виде команд. Он командует. Это руководитель, это харизматичный лидер. И поэтому вот эти первые высшие позиции, где-то предыдущая карта как раз, может быть, нам и говорит, ты сохраняй вот эти возможности. Ты на каком-то этапе 2025 года в неуязвимой позиции. Вот вы будете находиться. И от того, согласитесь вы на что-то, примете вы что-то или нет, или, может быть, какого партнера вы изберете, будет зависеть качество жизни. Либо вы будете на первых ролях, ну, либо вы будете в каких-то обязательствах, может быть и так. Просчитывайте, пожалуйста, здесь для вас это имеет значение. Но возможности будут. Давайте мы узнаем, что вас удивит. Ну, наверное, исходя из всего того, что я уже изложила по верхним картам, десятка, извините, жезлов будет говорить о том, что есть какой-то груз обременяющих забот, который буквально нужно бросить. И обратите внимание, это тяжеловатая такая карта, потому что много синего цвета. Синий – это как ну, какая-то тяжесть, внутренняя тяжесть, наше восприятие. И человек нам показан в богатых одеждах, но почему-то он тянет вот вязанку из 10 жезлов, хотя явно он достоин большего или лучшего. Он явно на что-то согласился. Опять же, какие-то обременяющие обязательства. Или он выполняет за кого-то работу. Может быть, прежде он согласился, а теперь уже он света белого не видит. И карта говорит о чем?
бросите 10 жезлов. Символизирует карта еще и такой момент, что мы буквально света белого не видим, потому что во что-то впряглись. И вот как этот персонаж, куда он смотрит? В землю. А если бы он бросил хотя бы на мгновение и просто встал и оглянулся, для вас будет очень важно видеть горизонты, панораму, перспективу свою. И вот если бы он оглянулся, куда же я иду? Зачем я иду к этой старой облезлой башне? Дай-ка я вообще брошу и не буду этим заниматься. Вот для вас правильно оценить, во что вы буквально впряглись, извините за мой сленг, или на что вы согласились. И вот эти одежды, превалирует синий цвет, но есть и красный. Красный — это как Марс, это наша решимость. И здесь штиблеты красные, красный пояс, и он на уровне живота — это практически наша жизнь. Часть берета, как ободок, который примыкает к голове нашего героя, это тоже вот правильные какие-то решения. Но мы же на что-то согласились, и вот этот синий плащ, как и собственный берет, основная часть синяя, это уже давит на нас, и мы уже идем куда не хотим. Для вас правильно оценить степень риска или своего согласия, или участия в каком-то деле. И что вас удивит? Вас может удивить, что у вас в 2025 году будет прекрасная возможность сбросить вот этот груз непосильных забот или того, в чем вам не нужно участвовать. Может быть, кому-то сказать «нет», вам будет очень легко. Или, когда вот эта карта «семерка жезлов», вы выше всех, у вас лидерские позиции, ну так нужно их усиливать, а не идти на какую-то, может быть, мировую, которая для вас привычна. Или вы добрые люди, вы, ну, больше направлены, к примеру, направляете свои энергии на то, чтобы, ну, было какое-то согласие, может быть, и умиротворение, взаимопонимание, взаимопонимание в вашей семье. Вы способны принять другую точку зрения человека. Но это тоже все имеет пределы, понимаете? А кто-то ведь может пользоваться вашей добротой. И я сказала еще до карт, где начинается эта доброта, а где уже какое-то непостоянство. Это вы можете находиться в каких-то добрых энергиях или по-честному взвалить на себя вот эти обязательства, а это граничит с доверчивостью, а с другой стороны присутствует непостоянство. Такой немножко философский вопрос, стоит ли на себя взваливать груз забот. Для вас может быть основополагающим. Давайте узнаем, кто или что появится неожиданно. Победа. Наверное, одна карта как причина, а вторая следствие. Если вы освобождаетесь от того, что для вас неинтересно, для вас никоим образом не может быть продолжено. И я не говорю ведь, что мы кому-то, ну, буквально всем отказываем помощи. Нет, существуют определенные приоритеты, где взаимодействие, ну, оно предусмотрено. Но это не значит, что какая-то безграничная мера ответственности. Тут для вас вот этот тонкий нюанс будет важно, может быть, определить, потому что на кону стоит ваша успех или победа ваша. И это появляется неожиданно, да? И значит, вот то время, которое вы освободите для самого себя, или когда вы оставите свои лидерские позиции за собой, будете продолжать свое дело или свое намерение, свое творчество, построение карьеры, свои амбициозные планы, они вас приводят к победе. Не соглашательство, не быть кому-то удобными, а продолжать какой-то свой проект. Да, перед этим вам придется еще определиться с этим. Может быть, вам никто не помогает, и вам придется пройти какой-то путь в одиночку, но оно того стоит, потому что эта победа, она как будто к вам все-таки приходит. Вы себя поблагодарите за правильно сделанный выбор. И где-то это может быть с элементом неожиданности. Или решится какой-то вопрос. От чего вы можете отказаться или вам придется что-то трансформировать? Я вам прямо скажу, от смотрения в землю или от созерцания тех трех пустых кубков или того, что уже проиграно, то, что не служит вашему прогрессу или то, что не может быть продолжено. Вы будете смотреть в другом направлении, и вы будете трансформировать как и себя, так и свою собственную жизнь. Видимо, наступит в течение 2025 года
тот пункт или точка невозврата, когда вам захочется, вам надоест просто что-то, и вы увидите вот эти возможности, и это будет означать где-то ваша победа и ваш какой-то прогресс. Вам будет действительно очень легко кому-то сказать «нет». Может быть, перед этим «нет» последует или будет предшествовать, точнее, сложный период, пока вы, ну, какую-то неуверенность преодолеете в себе или нерешительность, но единожды настояв на своем, то, что вы считаете абсолютно правильным, то, что именно прогрессу вашему служит, а не оставляет вас на вторых ролях. Для вас это может означать совершенно новый уровень и качество жизни. Будьте внимательны. Давайте откроем карту «Совет». И пятерка жезлов. Очень часто, кстати, в прогнозах идут эти две карты как бок о бок. И я называю эту карту информационного хаоса. И она нам, как совет, говорит: не надейся на людей. Утром они тебе пообещают, а к вечеру они тебе забудут. Или может такая сложиться ситуация, что даже тот человек, который вам хорошо знаком, когда он столкнется с какой-то историей, когда на кону будет стоять либо его прогресс, либо ваш. Понятно, он выберет свой. Поэтому не наделяйте теми качествами людей, коими они не обладают. Перепроверяй информацию, может быть, буквально ищи, как это сделать по закону, или как будет сделать правильно, или ищи ответы на свои вопросы. Время задавать больше вопросы, нежели говорить кому-то «да». Здесь будет очень важно сохранять свою собственную целостность, потому что ты столкнешься как и с фейками, как ты столкнуться можешь с манипулированиями. Ты можешь столкнуться и еще с какой-то тысячами неопределенностей, причем мелких бытовых каких-то нюансов, которые тоже тебе могут создавать, ну, как, знаете, фоновый шум, когда мы не можем сконцентрироваться. И ваша задача сконцентрироваться на своих победах. Вот, наверное, красной нитью через весь расклад проходит ваша победа. Это как ваша миссия, которую вы должны совершить. Но пусть эти мелкие какие-то препятствия, но они строятся на том, что вы в конечном итоге должны быть вот именно этим самым лидером. Не на вторых ролях, не тогда, когда вы участвуете в каком-то проекте. И да, эта победа приходит, но лидерство получаете не вы, а кто-то другой. А именно вы должны получить эти лавры. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных в год кабана по китайскому восточному календарю. Давайте узнаем, что нам подскажут карты. Сделаем небольшой таро-расклад и заглянем в будущее. И 2025 год – это год мудрости, потому что змея, она мудрая, она наблюдает. Она перед тем, как совершить какой-то свой бросок или рывкообразный маневр, она способна на это – но все же она прицеливается или обдумывает, она наблюдает и анализирует, она больше просчитывает свои действия, нежели идет ва-банк. Поэтому куда-то не поторопиться будет очень важно. И нас год призывает еще к мудрым решениям. Почему? Мы столкнемся с событиями внешними, но важными для нас, может быть, обстоятельствами, которые мы не сможем изменить. И наша задача будет состоять в том, чтобы адаптироваться к этой обстановке, которая складывается вокруг нас, и при этом быть милосерднее к самим себе. Не загонять себя в какой-то тупик, только лишь потому, что мы на что-то не влияем или не можем изменить. Сбалансировать наши эмоции и принять мудрые решения, за которыми уже будет следовать организация по-новому нашей жизни. Возможно, в течение года нам придется не раз принимать подобные Соломоновы решения. И сделать это совершенно необходимо, поскольку последующий 2026 год – это год огненной лошади. И несмотря на то, что и 2025 может нас где-то так ставить в тупик своей непредсказуемостью, но все же год огненной лошади – это больше стремительности, больше напора или каких-то непредсказуемых моментов. И поэтому некоторый базис, подушку безопасности или, как наши тылы,
нам рекомендуют звезды построить в 2025 году. Разграничить такие понятия, очень важные, где заканчивается честность и начинается доверчивость. Что для нас означает независимость и когда она переходит в гордость? Что мы подразумеваем под словом «смелость», когда требуются смелые решения, но когда они переходят в необоснованный риск? Или что есть для нас понимание доброта, а что есть непостоянство? Давайте рассмотрим, зададим картам вопросы. И первая у нас карта будет. Это энергии, которые для вашего года рождения подразумевают карты Таро на 2025 год. Куда-то не торопиться перед тем, как мы изберем либо новый путь, либо на что-то согласимся, либо скажем «да» или «нет», или вынесем свои вердикты. Хозяйка года говорит: подумай сначала. Итак, энергии общие, ваше настроение, ваши возможности, три важных или три главных события. Может быть, это в целом, знаете, как сферы жизни или, ну, где-то и энергии, в которых вы можете находиться в течение года, и они могут меняться. Следующая карта будет означать, что вас удивит, что случится из разряда того, чего вы не ждете. Кто или что появится неожиданно, от чего вы можете отказаться сами или придете к выводу, что вам нужно намерение, цель видоизменить или немного трансформировать. И достанем карту «Совет». Откроем ее в самом конце. Давайте будем смотреть, каковы энергии. Принц мечей. Именно в этой колоде карт это называется бунтарь без причины. И вы можете столкнуться с людьми, которые, с одной стороны, но пытаются внести некоторый хаос, сумятицу, или это могут быть новости, которые вы воспринимаете эмоционально. Вот эмоционировать точно не стоит. Это могут быть и конкретные люди, которые вас раздражают, к примеру, или вам не хочется с кем-то сталкиваться, потому что прежде была не очень такая приятная ситуация. А карта говорит, что придется продолжать с кем-то общение и быть настороже. С одной стороны, если вам бросают перчатку, не поднимайте ее, не участвуйте в конфликте. Если карта говорит, ты сталкиваешься, что тебе нужно согласовать какие-то вопросы в высоких инстанциях, может быть, в налоговых органах, или вы сталкиваетесь с какими-то проверками, ну, тут самые разные. Проходят иногда еще и такие моменты, когда, знаете, приходит человек с какой-то новостью, или мы можем столкнуться с той действительностью или реальностью, когда мы могли прежде заблуждаться, а теперь мы вдруг прозреваем и видим, а нет, обстоятельства обстоят совершенно иначе. И тогда нам нужно себя в первую очередь адаптировать, а потом только организовывать что-то по-новому. По этой карте могут проходить еще и такие персоны, которые, знаете, приходят в вашу жизнь с пафосом. Вам могут выдавать какой-то проект как абсолютно точно выигрышный, когда вы можете заработать много денег, или могут вам выдавать какую-то ложную информацию за достоверную, за абсолютную истину. А на самом деле карта говорит: доверяй, но проверяй, держи руку на пульсе и никаких эмоций. Вот таким энергиям призывают вас карты. Может быть и ситуации такие, когда вам приходится делать выбор или совершать очень осторожные действия. Куда нас направляет, в какую сторону эта карта? Себе не навредить. Давайте раскроем три карты, как три важные события. Здесь вам что-то придется переиграть, пересмотреть, увидеть самое главное новое направление, новые возможности. Наш герой смотрит в землю. Что мы можем увидеть в земле? Ничего. И если мы, может быть, и прежде, правда, какая-то разочаровывающая или очень сложная ситуация, или вы, наконец, 2024 оказались в какой-то патовой совершенно ситуации, может быть, кардинально деструктивной, которая вас где-то, ну, отчасти ломает или меняет вашу жизнь. Но все равно эти события неизбежные. И тогда принять новую реальность. Но карта будет говорить, твоя задача увидеть вот этот кубок и не смотреть в землю. То, что произошло, то произошло. Но
набраться сил и увидеть другое направление. Основная задача 2025 года. Может быть, это и в начале 2025 года тоже происходит, или у кого-то самое начало января, может быть, с этим сопряжено. Но, вы знаете, учиться себя беречь и учиться отстраивать свою жизнь в соответствии со своими желаниями, целями и планами. Вот, наверное, об этом нам говорят обе карты. И принять в жизнь то, что возможности к нам приходят совсем не тем путем, как мы это ждем. Может быть, и человек сидит под этим дубом и ждет, что сейчас к нему с фасадной стороны где-то, да, в зоне видимости подойдет какой-то человек или будет этот самый кубок предложен, а кубок совсем с другой стороны и еще и сверху. И ему для этого нужно мало что обернуться, так еще и поднять голову, посмотреть словно в небо. Поэтому доверяйте где-то своей судьбе и подсказкам собственной души. Королева Пентаклей очень символична. Это та, которая умеет из любого хаоса отстроить порядок. И даже если какая-то совершенно патовая ситуация, вы с нуля можете построить свое благополучие. Вы можете, у вас даны вам достаточно, ну, такие мощные энергии, которые направлены пусть на какой-то материализм или сделать ваше намерение, цель былью, превратить это в реальность. Ну да, карта говорит о том, что вам придется отстраивать это в одиночку, может быть. Или уделять внимание своим проектам, уделять внимание самим себе, сохранить где-то деньги, может быть, и сохранять, ну, семейные какие-то ценности или взаимоотношения, или выстроить такие взаимоотношения, если вы сейчас один или одна, то рядом с вами должен быть человек надежный, потому что по королеве Пентаклей проходят люди надежные. Они надеются сами на себя. Их уже прежде ставилась ситуация в много раз какие-то патовые обстоятельства, и они знают, как и умеют, как подниматься с колен. И для кого-то эта карта будет символизировать, как это ваш путь наверх или ваш проект, который вы должны продумать и воссоздать в реальной жизни, но, может быть, и создать семью для кого-то. Или создать партнерские отношения. И пусть у кого-то это будет бизнес или работа, или надежные контакты, они для вас будут очень важны. Не те люди, которые могут на вас где-то давить информацией или своим авторитетом, что ты должен делать так. Тут нужно услышать подсказки собственной души. И вот как по этой карте увидеть эти самые возможности. Ведь королева Пентакли, она создает сначала план собственных действий. Она в ментальности имеет какую-то как идею или мечту. А потом она последовательно, терпеливо, настойчиво идет к своей цели. И она ее достигает. Да, работать будет придется много. Об этом карта тоже говорит. Но она и говорит о другом, что при настойчивости и терпении у вас не будет непреодолимых ситуаций. Вы сумеете все преодолеть. И это хочется мне точнее добавить, продолжай. Или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Но имеется в виду, что мы отталкиваемся от того, что же в реальной жизни мы можем совершить или воспроизвести, как вот из наших идей, или каким образом идею, задумку переложить на реальную плоскость, в которой вы сейчас находитесь, и воспользоваться какими-то возможностями. Вот это все будет для вас важно, как важное событие, а возможности будут. Кто-то из вас, может быть, решится на переезд, или по этой карте мы ищем выход, и мы его находим. Нам не говорит эта карта, что выход нам легко найти. Или у каждого своя ведь ситуация. Или, может быть, это какой-то вопрос, к примеру, вот по принцу мечей. Когда по документам или у кого-то могут, допустим, может быть, и могли с 2024 года тянуться вопросы в суде, или какие-то разбирательства, иногда это проходит. Или какая-то, ну, знаете, как оппонент какой-то у вас есть, а вам нужно добиться именно своего или с большими плюсами. И тогда есть выход даже из этой, казалось бы, патовой ситуации. Вы его найдете, но для вас важно надеяться на себя или, может быть, заручиться поддержкой вот такого надежного человека, как я обрисовывала пока по королеве Пентаклей.
и посмотреть в другое направление, подойти к решению проблемы с другой стороны. Или, может быть, наконец, на что-то решиться. Потому что по восьмерке, как я уже сказала, мы ищем выход, и мы его находим. Нет ничего невозможного, но надеемся мы сами на себя. И для кого-то из вас здесь может проиграться как смена работы, переезд, как я уже говорила, может быть очень далеко, или когда вы на что-то решитесь. Здесь может быть и по части личной жизни завершение какой-то прежней истории, которая вас в корне разочаровала, но вы не решались все, да, вы какое-то время тянули, пытались сбалансировать где-то, и вот этот баланс заканчивается тем, что вы словно обесточены, и вы уже смотрите в землю, и у вас даже нет сил, чтобы обернуться и увидеть эти возможности или этот кубок. И тогда карта будет говорить, что завершай то, что не откликается в твоей душе, то, что не служит вдохновению, то, что не служит взаимопониманию. Если какие-то отношения или работа напоминают как игра в одни ворота, где вы все время проигравший, то тогда пришло время что-то менять. И пока ты не решишься, обстоятельства не изменятся. Тут важный выбор, но его нужно осуществить продуманно. И ни в коем случае не смотреть, повторяю, в землю. Это очень важно. Видеть панораму или горизонты своих возможностей. Не поставить свою мечту или не задвинуть ее куда-то так подальше, а чьи-то намерения поставить именно во главу или на пьедестал. Тут о себе самом не забыть, и тогда у вас все получится. Что вас удивит? Вы знаете, вы правда можете встретить, ну, как партнера, который находится несколько в других энергиях, чем вы. Хотя я могу допустить, это и вы можете быть, когда, как только вы ставите свое намерение, цель на первое место, вы словно вот по принцу кубков, это у нас искатель Грааля в этой колоде. Это как что-то возвышенное. Это то, что, ну, может быть, вы просто на уровне ощущений чувствуете, да, вот у меня получится этот проект. Это может проигрываться и через взаимоотношения, или вот как встречу с таким человеком. У кого-то может быть и через личную жизнь, но все же. Эта карта немножко или колода, она своеобразная. Хоть и у нас выпадает принц кубков, но все же карта холодная, обратите внимание. Здесь не про страсть ни разу. Да, здесь про какое-то доверие, про честность, про искренность, про доброту, но отнюдь не про страсть ни разу. Здесь про доверительные отношения или встреча важного человека, может быть, в течение 25-го года, который к вам относится по-доброму. И это тогда как по судьбе. По судьбе это не значит, что мы идем завтра под венец или строим далекие планы. Здесь на какой-то короткий период жизни вы можете действительно встретить такого партнера. И может быть это где-то перекликается как дружба, которая и останется дружбой. Ну, может быть, это где-то будет означать некоторые элементы личной жизни. Но то, что это будет продолжаться очень долго, я сказать не могу. Но принять все как есть. Или принять вот эти контакты, поблагодарить, может быть, высшие силы, что подобный человек вам встречается на вашем пути. Он вам для чего-то нужен, а вы нужны ему. И здесь может быть прекрасный тандем, когда вот этот Грааль вы будете искать вместе. Здесь что-то возвышенное должно быть как во главе угла, или как та идея или цель, которую вы с каким-то человеком можете осуществить вместе. Но я и не отрицаю, что это личная жизнь. Но тогда личная жизнь, она строится даже не на страсти, а на взаимопонимании, на доверии и на искренности, когда двое умеют видеть в одном направлении что-то очень важное. И это важно и для одного, и второго. Вот такие добрые энергии для вас будут очень важны. И мы спросили, что вас удивит. Так вот, вас может удивить как встреча с таким человеком, который, я уже говорила, несколько в иных энергиях находится, для него другие ценности. И очень символично, потому что середина января 2025 года у нас меняются лунные узлы. И если прежде они были на оси Овен и Весы, теперь Рыбы и Дева. Рыбы– это духовность, это искатель Грааля, это возвышенное, а девы– это земное. Поэтому для вас возвышенное и земное. Вот именно для вашего тандема вам выпадает эта карта. Как? Что вас удивит?
вы для себя откроете, что есть что-то более ценное, чем слово «цена». И вас может свести судьба с такими людьми, с которыми не захочется кому-то что-то доказывать, которые вас словно чувствуют, считывают. Давайте мы откроем следующую карту и спросим, кто или что появится неожиданно. Вот как раз карта Иерофант может говорить как и о бракосочетании. Кто знает, может быть, отношения будут продолжены. Но все же карта призывает не бежать впереди паровоза. Здесь это могут быть разные люди. Или какие-то прежние контакты у вас могут закончиться в конечном итоге, это правда. Или дружба. Она может закончиться, когда вы создадите брачный контракт. Или когда по работе, например, вы можете получить должность. Или как по судьбе все ключи в ваших руках, и вы можете провести важные согласования с чиновниками, договориться в высоких инстанциях, когда вы построите карьеру, когда вы что-то сделаете или оформите по закону. И мы ведь спросили, кто или что появится неожиданно. Человек по судьбе появится неожиданно. Или появится неожиданно возможность подписать важные документы, а прежде вы этого не видели, потому что вы смотрели в землю. Может быть, вы встретите того, кто вас научит смотреть в небо или видеть горизонты, расширит ваш кругозор или панораму, которую вы увидите. Вот этот как источник вдохновения или просто человек, не похожий на вас, вам может встретиться. И это будет как судьба. От чего вы откажетесь сами? Или то, что вам придется видоизменять. А ведь правда, кто-то будет вынужден совершить переезд. Или буквально от чего-то отказаться. Я вам скажу, карта башни, первые карты Таро. Прообраз башни– это тюрьма. И нам казалось, что эта тюрьма вовсе не тюрьма. Для нас это была как крепость. А почему? Потому что прежде мы могли подержаться за стены, а теперь этих стен нет, они падают. И мы можем испытывать невесомость, нам двое показаны, они падают. Вы можете столкнуться, правда, с непреодолимыми какими-то обстоятельствами. И то, что я говорила до карт, нужно принять эту самую реальность. Именно даже что-то неожиданное будет открывать для вас возможности. Кто знает, может быть, для кого-то из вас проиграется такой момент, когда вы оказываетесь в каких-то неожиданных обстоятельствах, совершенно, ну, каких-то непредсказуемых. И там вы встретитесь вот с таким человеком. И это будет для вас как выход из какого-то лабиринта или помощь высших сил. Я должна сказать и другое, что вы можете, правда, оказаться в ситуации какой-то патовой, или вокруг вас происходят, ну, как новости какие-то приходят. И по принцу мечей мы тоже с вами обсуждали, как люди какие-то появляются в вашей жизни, которые вам что-то предлагают, или вы уже вошли в 2025 год, дав кому-то обязательства. Вот здесь есть конфигурация, посмотрите, у вас два старших аркана, словно судьба, ну, где-то пытается видоизменить направление вашей жизни. И для вас, как по аркану Иерофант, будет важно быстро выйти из каких-то ограничений, потому что тюрьма рушится, спадают какие-то оковы, но подразумевается, что мы действуем быстро или быстро принимаем решения. Так вот, когда выпадает эта карта, от чего вы откажетесь? Вы откажетесь от того, что вам раньше казалось абсолютно незыблемым или надежным. Здесь, ну, наверное, будут те события, которые заставляют вас изменить вашу точку зрения. И вы сумеете увидеть, что если бы прежде, допустим, вы воспринимали какой-то свой проигрыш, например, или невозможность что-то осуществить, или когда какой-то отказ, вы бы воспринимали, ну, как-то воинственно или жестко. А здесь наоборот, вы скажете спасибо, что что-то не состоялось или что мне отказали, потому что у вас совершенно другой путь и новые возможности. Поэтому будьте внимательны, вам придется действительно трансформироваться именно потому, что обстоятельства будут воздействовать на вас. Давайте посмотрим карту «Совет». Карта харизматичного лидера. И правда, доверяйте себе, доверяйте своей мечте. И мечта это не совсем эфемерная. Мы с вами раскрыли карту королевы Пентаклей. Любая идея зарождается именно в нашем сознании. А потом она формируется, и мы
пытаемся просчитать или создать тезис-планы, как нам это осуществить. Куда-то не торопитесь, говорит карта. Не торопитесь с чем-то соглашаться, пока вы не выверите все до конца. Не торопитесь откликаться или действовать, потому что король жезлов, он никуда не спешит, он просто сидит. И это лидер, он командует буквально так. Ну, может быть, не поставить свои цели на второе место, как я уже говорила, а чьи-то на первое. Или с учетом принца мечей, первой карты, если вам пафосно что-то предлагает, успевайте просчитать. Берегите себя, просчитывайте наперед, в позиции причина и следствие, чтобы вас где-то не обманули или не выдали вам желаемое за действительное. Здесь нужно быть реалистом и нужно быть честным самим собой. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год – год змеи для рожденных в год крысы или мыши по китайскому восточному календарю. Давайте узнаем, что для вашего тотема принесет год, и рассмотрим это как таро-прогноз. Мы останемся, конечно, реалистами, но год змеи – это тот период жизни, который нас призывает к мудрым решениям. И почему? Мы столкнемся с внешними и в то же время важными для нас событиями, которые мы не сможем изменить. Наша задача будет состоять в том, чтобы адаптироваться к той обстановке, которая вокруг нас уже сложилась, и при этом быть милосерднее к самим себе, где-то не рисковать, сбалансировать наши эмоции и принять мудрые решения, за которыми потом последует как новая организация нашей жизни. Возможно, в течение года нам придется неоднократно принимать Соломоново решение, и сделать это будет совершенно необходимо. И вот почему. 2026 год – это год огненной лошади. И несмотря на то, что где-то метаморфозы они могут быть и в течение 2025 года, но 2026 год – это более непредсказуемый и где-то более стремительный, быстрый год с неожиданными событиями, которые нас заставят быстрее организоваться, собраться или принять новую реальность. Поэтому в 2025 году мы можем как свои тылы укрепить или заложить базис или фундамент собственной безопасности. Будет важно разграничить в 2025 году такие понятия, где заканчивается честность и начинается доверчивость, что для нас есть независимость и когда она может перейти в гордость, что или что мы понимаем, как мы представляем смелость и где это переходит в необоснованный риск, что означает для нас доброта и непостоянство. Вот такие противоречия должны быть, ну, как бы уравнены. Не должно быть какой-то недосказанности. Или для нас самих вот эти позиции следует прояснить. И в целом, когда мы это совершим, мы будем уже наиболее мудрой какой-то позиции, потому что мы правильно сумеем оценить как и обстоятельства, так и обстановку и принять дальнейшие решения, что же мы, куда мы движемся, или с чем мы будем, или с кем взаимодействовать. Давайте рассмотрим, как это видит карты Таро для вашего тотема. И первая карта – вашей энергии на год, ваше настроение. 3 карты достанем как 3 важных события, 3 главных события. С чем вы можете столкнуться или, может быть, как энергии, которые в течение года будут меняться. Следующая карта – что вас удивит? Что случится из разряда того, чего вы не ждете? Кто или что появится неожиданно? От чего вы откажетесь или вы будете видоизменять, трансформировать, но не оставите как прежде? Достанем карту «Совет» и давайте раскроем, каковы же энергии. Очень интересно, принц мечей. И по этой карте, в этой колоде, это называется бунтарь без причины. Поэтому здесь могут быть такие моменты, когда в нашу жизнь буквально врываются люди, которые отстаивают свою точку зрения или нам пытаются что-то доказать. Может быть, это совершенно беспрецедентно, то есть не имеет под собой какой-то
долженствующие основы. И, с одной стороны, нам не поддаться на какой-то конфликт, на который могут провоцировать, или мы не согласны с тем, что происходит вокруг нас, а изменить-то мы это тоже не можем, и значит, нам придется адаптироваться. С другой стороны, это мы можем столкнуться с людьми, как мы говорим, пафосными. Нам выдают за какой-то вау-проект или за какое-то перспективное дело, намерение, то есть чтобы мы в чем-то участвовали, нас могут уговаривать, к чему-то склонять и выдавать вот это будущее, рисуя какие-то радужные такие перспективы. И тут не замечтаться, не пойти на поводу у подобных людей будет тоже очень важно. Суметь правильно оценить, что есть истина, себе не навредить, где-то действовать с позиции, чтобы мы себя берегли. Вот в целом такая подсказка идет от карт. Но, может быть, и еще и те вопросы будут складываться по этой карте. К примеру, если у кого-то идут слушания в суде, я такое тоже могу допустить, значит, какой-то баланс вам придется а, провести, или, может быть, побыстрее закончить вам захочется это дело, и тогда нужно рассматривать, знаете, так беспристрастно, безэмоционально. В первую очередь эта карта говорит, не поднимай перчатку, если тебя кто-то вызывает на этот конфликт, или даже тебе кто-то, ну, там, какие-то неприятные слова говорит. То есть вот держи марку на любых поворотах судьбы, потому что, знаете, много эмоций, но мало толку идет по этой карте. Карта мелкая, но в хорошем смысле она проигрывается, когда мы честны сами с собой. Ну и для начала увидеть ту реальность, в которой мы находимся. Мы, правда, чего-то не изменим в 2025 году. Но то, что мы можем столкнуться с какими-то сюрпризами, которые, но совершенно для нас невообразимы, или они не укладываются в наше сознание. Ну, вот это может быть. Давайте 3 главных события. Вот конкретно карта говорит: будь хитрее, семерка мечей. Но, кстати, я должна сказать, в этой колоде карт это называется забрать свое. Хотя нигде не прописано, но бытует мнение карта вора, так ее называют. Понятно, что мы должны быть внимательны, мы должны действительно себя беречь, чтобы не согласиться на какие-то уговоры или заманчивые прожекты чьи-то. Может быть, это кому-то выгодно, чтобы мы участвовали. Мы начнем участвовать, потратим время, силы, энергию, а еще того более подпишем какие-то документы, что-то мы не успеем додумать. Вот этого быть не должно. Раз эта карта выпадает, и впереди все то, что я сказала по принцу мечей, это может свидетельствовать о том, что, ну, правда, вот такие сомнительные личности, они могут быть. Или мы можем воспринимать так обстоятельства. Поэтому бережем себя. По семерке мечей, тем не менее, могут сложиться такие ситуации, правда, если у кого-то из вас слушание в суде, то будет и возможность каким-то образом забрать свое. Тогда мы должны, может быть, вооружиться подсказкой юриста или помощью адвоката, узнать, как работает в отношении нас закон, и быть очень аккуратным в своих действиях, и не только в своих высказываниях тоже. Но беречь себя от начала до конца и быть очень внимательным к тому, что говорят люди и что происходит вокруг нас. Быть внимательным эта карта призывает к паролям аккаунтов, к платежным системам, электронным системам расчета, взаиморасчета. Здесь важно будет не замечтаться, но все же эта карта где-то ловкости, поэтому придется обходить какие-то острые углы, принимать Соломоново решение. И самое главное, у вас это получится, но делать это нужно элегантно. Давайте вторую карту откроем. На кону ваше солнце. И карта Солнца – это карта удачи, это карта выбора правильного направления. Причем это то направление, которое мы изберем, и это третья карта. И вот посмотрите, несмотря на то, что с принцем мечей какие-то неожиданности, какие-то, ну, может быть, не самые приятные персонажи врываются в нашу жизнь, или нам приходится с ними общаться. Вот, кстати, по этим картам иногда идут те вопросы, вот две карты, да, семерка мечей и принц мечей. Это какая-то продолженная история из прошлого. Вот она тянется какое-то время, нами пытаются манипулировать, пытаются нас к чему-то склонить. Или, может быть, и мы пытаемся обойти какие-то острые углы, я это тоже могу предусмотреть. Но тогда, значит, все же по закону, значит, есть
какие-то подзаконные акты, правда, есть смысл обратиться к знающим юристам, адвокатам, чтобы сделать что-то наверняка. Потому что на кону карта Солнца. Это карта удачи, карта благополучия, карта нового качества жизни, возможностей. И поэтому, правда, сложную проблему вы сумеете решить. Вы в чем-то одержите победу. Но карта говорит о том, что, находясь в этих энергиях или когда это происходит, мы не должны сбавлять темп. И это конкретно карта выбора правильного направления. И все же, как важное событие, вы будете выбирать это правильное направление. Может быть, закрыв некоторые предыдущие вопросы, но станет на повестку года. Куда же я иду? А для чего все это нужно? А к чему это идет? Вот есть время задавать себе вопросы, с чем-то определяться. По сути дела, это выбор. И когда вы его сделаете, вы, не теряя где-то сноровки и важных качеств, должны это продолжать в течение 6-8 месяцев. Иными словами, вашу настойчивость где-то проявлять, терпение и удерживать даже маленькую победу, а из маленькой будет строиться какая-то крупная. Ну и 6-8 месяцев. Это почти, вот если мой расклад, он выходит в феврале, и вы, неважно, когда вы смотрите, оттолкнемся от февраля, даже 8 месяцев от февраля, это практически энергии, ну, почти на весь год. Поэтому не расслабишься, я бы сказала так. Но на кону ваше солнце, и это как важное событие. У кого-то вот тут самые разные намерения. По 8 кубков мы ищем выход, и мы его находим. Иногда эта карта будет проигрываться, когда вы уходите вот от каких-то деструктивных ситуаций, от сложных людей, ненадежных людей или тех, которые пытались вами манипулировать, или завершаете, закрываете, словно вот говорят, свои гештальты, что-то из прошлого, то, что тянется. И теперь уже не имеет значения. Нам человек показан, он спиной к нам повернут. И повернут к этим кубкам тоже спиной. Он не оборачивается. Может быть, в этих кубках и есть еще что-то значимое, но ему это уже не интересно. Он просто идет вперед. Вот какая-то прежняя ситуация может у вас так сложиться или развиться, когда вам действительно что-то надоест. И это уже будет высшая октава, когда вы чего-то не захотите продолжать. Вы действительно устремляетесь вперед и идете где-то в одиночку. Вот приготовьтесь к этому. И значит, на кону ваше солнце. И какие-то слаженные действия, просчет предварительно этих действий, но идти вперед придется. Впереди как будто только луна. Может быть, эта карта свидетельствует о том, что иногда приходится продолжать путь, когда мы даже ну, мелкие свои последующие шаги просчитать тоже не можем. А мы все-таки идем. Искусство мелких шагов. Но в конечном итоге это ведь тоже означает солнце. По этой карте, когда мы э, то, что не откликается, допустим, в ответ на наше участие. Или пусть это через отношения. Тот человек, которому вы, возможно, сделали много добра, а в ответ холод. Вот эта игра какая-то тоже будет закончена, скорее всего. Тут вы будете завершать вообще все манипуляции, потому что вам это либо надоело, либо перестает быть интересным, потому что у вас иные планы, иные намерения, иные цели. На кону, опять же, солнце. Давайте откроем следующую карту. Что вас удивит? Слушайте свою интуицию. Она вам будет давать правильные подсказки. И в этой колоде Таро иллюминатов вообще каждая карта, точнее, имеет свой символ или исторический факт. И здесь исторический факт, который много столетий тому назад свершился. Это король франков, династия мировингов, его звали Хлодвиг. Он воюет с готами. И случилось так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов. И погибель была совершенно неминуема. Но, видимо, король, на то и король, он умел себя взять в руки. Вот выдержка для вас будет очень важна. И называется ведь аркан умеренность. Часто называют, это карта из пустого в порожнего. Нет, это не из пустого в порожнее. Этот, по крайней мере, в этой колоде нам говорят именно об этом факте. И я вам его рассказываю, чтобы вы острее прочувствовали, чего это может касаться. Так вот, Хлодвиг прогуливался вдоль берега.
и, видимо, был очень внимательный, проницательный. Он заметил, что болотный ирис, желтые цветы, которые растут на мелководье, он это знал, они растут вдоль берега и уходят вглубь реки. И у него закралась вот такая идея. Считайте это как внутренний инсайт, озарение. А не переправиться ли мне с войском брод? Сумасшедшая идея. Что он и сделал. Он спас людей, он спас себя. И в последующем вот этот болотный ирис превращается в геральдическую лилию, и этот знак присутствует во многих религиях мира. Здесь на карте он изображен фиолетовым ирис, хотя это не совсем ирис, это именно лилия болотная. Но пурпурный, потому что в этой колоде карт даже цвета имеют значение. Так вот, пурпурный цвет – это знак небесного благословления. И есть еще один такой тонкий нюанс. Изображена радуга. Имеется в виду, это на одном из древнегреческих наречий ирис означает тоже радуга. Это как мы все были в детстве, мы знали, что если нам удастся проскользнуть вот под этой радугой, под этой дугой, хотя каждый знал, что это невозможно, но если ты даже увидел радугу, это тебе как символ удачи, символ вдохновения или когда исполнится твое желание. И вот где-то именно это ангел нам показан на карте. Вот такие неслучайные случайности, подсказки вашей интуиции, подсказки, может быть, которые приходят извне. Вот как Хлодвиг увидел этот цветок, он ведь мог этого не заметить. И он ведь был в патовой ситуации, но он сохранял спокойствие. Аркан умеренности именно о спокойствии в какой бы ни было сложной ситуации. И мы увидим выход. Наша задача не находиться в каких-то эмоциях, понимаете, не прогонять снова и снова какую-то прежнюю ситуацию, которая основана на ненужном шаблоне. Отойти от каких-то стереотипов. Это будет важно, может быть, посмотреть буквально в горизонт, посмотреть в небо. И иногда вот эти подсказки, они приходят к нам в виде причудливо изогнутых веток, как руна, например, какая-то, или каких-то, может быть, форм в виде облаков. Это я через себя вам пытаюсь передать свою энергетику или каким-то еще другим путем. Нам всегда пространство дает подсказки. Наша задача их уметь увидеть. Вот что-то подобное для вас в 2025 году. И для вас нет патовых ситуаций. Поэтому будьте милосерднее к себе. Для вас спокойствие очень важно, потому что со спокойствием приходят новые возможности. И это вас, конечно, удивит, потому что тут из разряда чего-то непознанного или то, что видите, знаете вы, а этого не видит никто. Тогда будьте уверены в самих себе. Просчитайте, безусловно, что-то, чтобы был риск сведен к минимуму. Но я не исключаю не случайной случайности. Это то, что вас будет удивлять. Кто или что пока появится неожиданно? Ну, наверное, я могу предположить. По тройке мечей это всегда предыдущая ситуация. Предыдущая ситуация по отношениям. Или какой-то деструктивный союз, который мы завершаем. Может быть, совершаем с таким, знаете, чувством глубокой досады, сожаления, обиды, внутренней боли. Нас это ранит, вот как сердце, пронзенное тремя мечами. Но обратите внимание, холодная карта. Это нас ранило когда-то, а теперь здоровое равнодушие. Хоть камни с неба. Нас это теперь не ранит. Но все же в позиции. Кто или что появится неожиданно. А у вас на кону солнце. У вас может появиться неожиданно какой-то человек из прошлого, который, может быть, все это время за вами наблюдал. И я такое могу предположить по аркану семерка мечей. И когда он увидел, что у вас что-то выравнивается, или вы выруливаете на обгон, он появится. Может быть, с предложением, а давай дружить заново. Или давай, может быть, в личной истории какую-то заново попробуем как бы продолжить нашу любовь или воссоздадим заново нашу новую историю любви. Или, может быть, это по работе. Вы поменяли работу, и на новом месте у вас как раз больше получается какого-то прогресса. И вас захотят вернуть с прежней работы. У кого-то и так может проиграться. Здесь именно из прошлого. То, что вас где-то больно ранило, пытается вновь вернуться в вашу жизнь.
И здесь его величество ваш опыт. Либо вы на что-то согласитесь, либо вы кому-то скажете «прощай» навсегда. Давайте мы посмотрим, от чего вы откажетесь сами или вам придется несколько видоизменить это, трансформировать. Вот здесь будет важно от чего-то не отказаться, от альтернативного. И не случайно, наверное, я вам подробно рассказала об этом аркане. Откуда эта умеренность взялась. Это не с пустого в порожнее, отнюдь. Это важно, или как важные знаки, которые нужно увидеть. И здесь подает кубок, вот буквально из ниоткуда. Это возможность. Человек смотрит в землю. Ваша задача обернуться, рассмотреть то, что для вас прежде было, ну, не вписывалось в ваши планы. Или вы всегда говорили, нет, этого не может быть. Обстоятельства могут сложиться именно так, что мы должны их правильно распознать и переложить свои намерения, цели, планы на ту реальность, которая есть, а не та, которая, может быть, придет, а может быть и не придет, а может быть и будет что-то со знаком минус. Ухватить какой-то момент или какую-то возможность. Но вы можете от чего-то отказаться. Ведь правда? Надо же, что именно четверка кубков выпала у вас в эту позицию. И можете согласиться на то, что вам привычно. Может быть, оно вас и где-то разрушало, но вам может польстить, что кто-то вернулся, к примеру. Или вас куда-то пригласили, и вы попробуете в эту же воду войти дважды. И где-то это может быть ошибка. Здесь нужно очень хорошо продумать свою стратегию и тактику. Все же эта карта говорит, измени направление. Направление увидеть нужно этот кубок. И если человек смотрит в землю, для него ведь нужно сначала обернуться, а потом еще и посмотреть наверх. А он привык видеть землю. И он привык к тому, что да, эта земля, она осязаема. А он совершенно не ожидает, что за его спиной кто-то ему демонстрирует кубок. Он уверен, что кубок или возможность к нему придет, ну вот буквально так, напрямки, скажем, в сфере его видения. А здесь все происходит совершенно по-другому. Какая-то жизненная метаморфоза или парадокс вас заставляют рассмотреть новые варианты и от этого не отказаться. Но изначально это нужно увидеть. Давайте откроем карту «Совет». Вот доверяй только надежным людям. Знаете, тут может быть такая ситуация, как человек из прошлого возвращается. И поскольку меня смотрят люди из разных стран, и все же в этой колоде нам двое детей показаны, и цвета тоже имеют значение, как я говорила, у детей, обратите внимание, белые волосы. Это символ искренности, чистоты, невинности. Поэтому, если какой-то человек в отношении вас, ну, может быть, был неправ, и вы понимаете, что это было не предательство, а мы друг друга, к примеру, не поняли. Так ведь тоже бывает. Может быть, и есть смысл что-то продолжить. Вполне вероятно. Может быть, в новом контексте. К примеру, пусть даже была какая-то история любви, а здесь это на какой-то жизненный этап 2025 года. Это может быть как какое-то партнерство. Когда вы будете держать ухо востро и понимаете, нет, он меня в любой момент, может быть, подведет еще раз, но тогда как бы шанс вы можете дать. Но помните, что вы берете ответственность на себя, и значит, контролировать какой-то процесс вам придется. Для кого-то эта карта будет говорить, что у вас есть все же тот единственный человек, и меня смотрят люди, кто-то семейный, и кто-то действительно нет проблем в личной жизни, к примеру, потому что по шестерке кубков идет партнерство и чаще обрисуют нашу любовную историю или личную жизнь. Хотя я не исключаю, что это могут быть и как партнерские отношения по работе или по бизнесу тоже. Поэтому карта говорит, вот должен быть надежный человек. И по надежности он проверяется не тогда даже, когда вы оказываетесь, может быть, в патовой ситуации, а когда он способен радоваться за вас искренне, не завидовать вам. Вот так, как в детстве. В детстве только мы свободны от меркантильности, от какой-то расчетливости, продуманности. Здесь нет. Здесь именно чистота помыслов должна быть у человека. Или то, что где-то проигрывается, как ваше, может быть, намерение осуществить какой-то духовный проект. Или то, что для вас как цель жизни. И эта цель совпадает с целью этого человека. Мы можем быть разными, но на какой-то период времени
Может быть, судьба сводит нас с каким-то человеком для того, чтобы мы были полезны с одной стороны ему, а он будет полезен нам. Но тогда тут не замечтаться, где закончится эта полезность и начнется манипулирование. Вот держите руку на пульсе всегда, потому что прежде чем вы убедитесь, что этот человек действительно надежен, здесь должно пройти какое-то время. Но если вам удастся или уже удалось встретить такого партнера, тогда берегите эти отношения, они дорогого стоят. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных в год вала или быка по китайскому или восточному календарю. Давайте сделаем с вами такой таро-расклад. Именно по восточным тотемам. Посмотрим на подсказки карт. И надо сказать, что год змеи– это период жизни, когда потребуется от нас мудрость в первую очередь. И хозяйка года, змея, благоволит к вашему тотему или к вашему знаку. И тем не менее, нам придется принимать мудрые решения. И вот почему. Мы столкнемся, скорее всего, с теми событиями или важными обстоятельствами, которые мы не можем изменить, но должны учитывать. Наша задача будет состоять в том, чтобы адаптироваться к той обстановке, которая складывается, и быть было милосерднее к самим себе. Нам приходится сбалансировать свои эмоции, и, видимо, не раз, и принять мудрое решение, за которым последует как организация жизни, но как-то по-новому. Чего-то мы не сможем изменить. И, может быть, этот 2025 год, он где-то будет связан с некоторой турбулентностью. Но я должна сказать, что тот год, который следует 2026, он будет еще более словно быстрым, стремительным, и мы можем столкнуться с какими-то непредсказуемыми обстоятельствами. Огненная лошадь– это особый знак. Даже из всех лошадей, мы будем говорить, это что-то особенное. Вот такой особенный год, 2026, будет следовать за нынешним годом, и поэтому для нас 2025 мы можем его рассматривать с позиции стабильности, даже при том, при всем, ну, что какие-то могут быть непредвиденные обстоятельства. Но наша задача– построить фундамент или заложить какую-то важную основу, укрепить собственные тылы или разобраться в партнерских отношениях. Такое тоже вполне я могу предположить, потому что важные партнеры, ключевые партнеры должны быть надежными людьми. И, возможно, в течение года мы столкнемся еще с такими задачами, когда нам придется переоценить, где заканчивается наша честность и начинается доверчивость. И что в нашем понимании э, независимость и когда она переходит в гордость. Или что для нас понимание смелость. Это очень важное качество, но когда эта смелость переходит какую-то границу и превращается в неоправданный риск. Что для нас значит доброта, а что значит непостоянство. Вот такие, пожалуй, основные цели, намерения или то, что как наша внутренняя какая-то позиция в принципиально важных вопросах. Это то, что мы деньгами не измерим, все то, что я перечислила. Но в целом это может означать выбор правильного направления, когда мы не совершим каких-то ошибок и укрепим наши позиции. Итак, давайте будем смотреть. Ох. Кто-то из вас задумается о переезде или всерьез будет желать поменять работу, может быть, захочет организовать свой личный бизнес, творчество, дело или быть на первых ролях, добиться должности. Ну, по шестерке мечей это карта заслуженного успеха. Или, в принципе, 2025 год. Много передвижений, каких-то перемещений, может быть, и недалеких. А когда скучать будет некогда. Но в первую очередь эта карта говорит, прежде чем мы достигнем этого успеха, нужно сделать первый шаг. Отчалить от прежнего берега. Ну вот, решиться на что-то. Ведь это карта мужества. Итак, первую карту, которую мы с вами достанем. Энергии года, ваше настроение. Как видят карты.
3 важных события или 3 главных события, а может быть и смена энергии, которая будет меняться в течение 2025 года. Следующая карта у нас будет «Что вас удивит?» Или из разряда того, чего вы не ждете, придет в вашу жизнь. Кто или что появится неожиданно? От чего вы откажетесь сами или будете это видоизменять, трансформировать? Карту «Совет», которую откроем в самом конце. Давайте узнаем. Ваша энергетика. Ну, вообще, это карта духовности. Рыцарь, принц, точнее, кубков. И часто очень трактуют это как приход нового человека в нашу жизнь, именно в личную жизнь. Какая-то новая любовная история, но в этой колоде карт тут немножко все по-другому. Это искатель Грааля. Это духовное. И я должна сказать, что какая-то высшая цель, для чего все это нужно, или что будет дальше, или как намерение, которое вы хотите, чтобы это воспроизвелось в реальной жизни, или какая-то ваша идея, чтобы она тоже была осуществлена, или ваша мечта. Вот что-то такое может стоять в целом на кону. Да, вас может судьба буквально свести с человеком, у которого тоже подобные идеи. Или для него такие же ценности будут важны, как и для вас. Может быть, по этой карте нам не говорят, что это будет длиться вечно. И поэтому, с одной стороны, карта говорит о том, что мы встречаем партнера по судьбе. Но по судьбе это не значит, что мы идем под венец прямо буквально завтра. А нам дается партнер для того, чтобы, ну, как мы смогли осуществить какой-то важный момент перехода между прошлым и будущим. И точно так же мы важны для этого человека. И какой-то период жизни мы, может быть, и пройдем вместе. Но как сложится дальше, еще пока неизвестно. Поэтому грандиозных планов, если даже вы встречаете такого человека, не стоит строить. Тут вот именно суметь вдохновиться или поддержать друг друга, или радоваться, что есть какая-то поддержка или единомышленник. По этой карте может проигрываться и действительно встреча человека, который к вам относится очень хорошо, по-доброму. Но это не карта страсти, опять же, я повторяюсь, потому что достаточно, ну, такая холодная карта. Но в этой колоде имеют значение цвета. И обратите внимание, белый цвет волос нашего принца, белый цвет лошади. Это искренность, чистота помыслов, невинность, доброта и искренность по отношению к вам. И это общая энергия. Возможно, вы встретите такого человека и в той обстановке, в которой вы и не предполагали такого встретить. Это может быть какая-то жизненная метаморфоза. Это может быть и тот человек, который попросту вас заинтересует, потому что он в каких-то других энергиях находится, нежели вы. И это будет как отправная точка начала ваших отношений. Он вас попросту заинтересует, что он не такой, как все. Вот это может проиграться. Но я тут вижу какое-то искреннее партнерство у вас. Намечается, мои дорогие. Давайте посмотрим 3 важных события. Вы можете такого человека встретить в дороге. Или колесница – это как жизненный путь, безусловно, мы можем так тоже расценивать. Но это всегда карта успеха, и она нас призывает: не оглядывайся назад, тебе отсюда только вперед. И правда, у кого-то эта карта проиграется с намерением переехать куда-то далеко. Или появится внезапно такая возможность. Здесь, в принципе, нужно использовать любую возможность. А еще это карта скорости. Поэтому периодически словно убыстряться будут события. Когда вам придется оказываться, может быть, в один день сразу в нескольких местах. Или когда вы столкнетесь с той ситуацией, когда у вас не будет много времени на обдумывание. Когда для вас будет важно чего-то не упустить. И тем не менее, найти минуты, чтобы что-то просчитать, будет совершенно необходимо. Есть и такая подсказка: не пользуйся прежними методами, не пытайся действовать по прежнему шаблону, это не сработает. По колеснице мы новые какие-то методы работы или возможности, или свое творчество, мы раскрываем свои таланты по-новому. Мы как являем себя миру или показываем, демонстрируем с каких-то новых совершенно сторон. И словно энергии внешние или энергии судьбы, это старший аркан, вторят вам и помогают вам на протяжении всего
года скучать будет некогда. Это жизненный драйв, но вам, мои дорогие, понравится. Вторая карта. Восьмерка кубков. Восьмерка кубков, безусловно, это карта нашего выбора. Или мы остаемся в прежней какой-то истории, или мы идем дальше. И это очень важный выбор. У кого-то он может совпасть с личной жизнью. И если прежняя история, ну как-то она не откликалась вашей душе, или прежняя личная история, она набила оскомину, или утрачено взаимопонимание, хранить, кроме спокойствия, уже нечего. И вот эти энергии на вас влияют таким образом, что вы можете в чем-то поставить точку. Либо нет интереса, взаимопонимания, либо мне просто надоело. Вы можете себе сказать, мне это надоело, и уйти. Кто-то может уйти по-английски, кто-то может уйти, хлопнув дверью. Но я должна сказать, если выход или мы ищем этот самый выход, мы его найдем, можно разрешить какую-то патовую ситуацию, но для кого-то из вас это может проиграться совершенно с учетом аркада колесница. Может проиграться та ситуация, когда не просто быстро придется принимать решение, а очень быстро. Кое железо пока горячо. Или для вас, как внутренний инсайт, вы правду, знаете, как прозрение какое-то в один момент наступает, и это меняет нашу жизнь. И здесь у каждого по-своему. С одной стороны, нет того, что нас держит в прошлом. И вы прочувствуете себя свободными. Это точно. Освобождение. Наш герой, он не оборачивается к этим кубкам. Может быть, в этих кубках и есть что-то ценное еще, но это уже неинтересно. И поэтому он идет вперед. Вот что-то подобное, когда однозначное нет. Или чему-то, или кому-то вы можете сказать. Давайте откроем третью карту. Успех денежный. Это карта эгоиста, я ее так называю. И тут будет очень важно не остаться в одиночестве все же. Примите это во внимание. Нам показан человек в дорогих одеждах. И в то же время вот в финансах все в порядке. И он доволен. Правда, какая-то материальная составляющая у вас решится именно в этом году. Или, по крайней мере, вы выйдете на тот путь, когда ваши заработки будут более стабильными. Или, может быть, это и будут из нескольких источников дохода, и вы будете понимать, что я себя за счет этого именно чувствую более уверенно. Потому что если одно что-то будет провисать, значит, в другом будет плюс. Поэтому вот у каждого по-своему будет составляться вот эта материальная стабильность. Но обратите внимание, и вроде человек доволен, и вроде бы и одежда его богатая, и кубки золотые, и убранство, тут шторы, трон. А фон, он очень темный, мрачный. Это символика одиночества. Поэтому для кого-то из вас, ну тут мы у каждого по-разному, кто-то может буквально удариться в заработки. И у вас получится заработать деньги. Но есть риск остаться в одиночестве. Предпочесть материальный успех личной истории. Для кого-то из вас это есть возможность встретить вот этого единомышленника, как мы говорили в самом начале. Ну, наверное, идеальный вариант, когда мы умеем совместить и одно, и второе. Поэтому вот этот выбор, он у вас стоит. А обстоятельства вас закрутят таким образом, что не так много времени будет на раздумье. Держите баланс между ценностями и ценой. И я должна сказать, что в середине января месяца лунные узлы поменяли свою конфигурацию, ось. И если прежде это было на оси Овен и Весы, то теперь уже с января, середины января, это знак Рыбы, находится северный узел, или это наше направление, а южный узел – это в знаке Девы. И Рыбы – это как раз духовность, это наша идея какая-то, или мечта, назовите это так. А Дева – это материализм, по сути дела. И вам придется провести параллель между возвышенным и земным, или совместить одно и другое, и разобраться, где ценности, а что такое цена. Открываем следующую карту, что же вас удивит.
Вы знаете, могут быть какие-то паузы, могут быть задержки. Вы словно ждете получения дохода. Может быть, этот год будет связан с тем, что придется много работать, но где-то будут еще и возможные, ну, вот такие вот паузы по части денег или когда может сложиться за счет внешних ситуаций та история, когда не сработала какая-то система взаиморасчета. Или, к примеру, вы выполнили работу, вы ожидаете гонорар, и по той же причине объективной что-то задерживается. Что вас удивит? Я не могу сказать, что вас тут что-то удивит. Ну, разве что вот именно задержка. Но тем не менее, вот за плоды труда своего вы все равно получите этот денежный эквивалент. И более того, для кого-то это будет достаточно значимая сумма. Но есть еще и те нюансы, которые, может быть, как раз на вас и воздействуют таким образом, что есть один источник дохода, но он как раз нестабилен, потому что все время что-то пробуксовывает, и вы начнете искать дополнительные источники дохода, и в последующем вы сложите первое и второе в один прекрасный узор, и тогда и получается вот эта девятка кубков. И дополнительный источник дохода тут у каждого по-своему. Здесь может быть и пассивные источники дохода, но это может быть и ваше основное место работы, занятость, и, может быть, ваше личное творчество. И тогда я должна сказать, и первое, и второе у вас здесь как раз будет прогресс. Давайте мы узнаем, откроем следующую карту, что или кто появится неожиданно. Ух ты! Здесь какой-то, может быть, новый человек, или, может быть, вы его знали, этого человека. Ну, вас, к примеру, может объединить, вот он, этот человек, которого вы знали, может перед вами открыться с новой стороны. И вы его, может быть, представляли себе как достаточно такого хладнокровного человека, или он вам даже не был симпатичен, а здесь вы его узнаете с другой стороны. И кто знает, вместе создадите партнерские отношения, и, может быть, это по части бизнес, работа, заработки для кого-то из вас. Это может говорить о том, что неожиданно появляется новый человек. Или у вас получится провести какие-то важные согласования по части переезда и подготовки документов. Тут и виза. Или у кого-то проиграется так, что вы хотите продать жилье в одной местности и купить в другой. У вас это тоже получится. Здесь самые невероятные планы. Или вы сможете оформить важные бумаги, согласовать что-то с банками. Я это тоже допускаю. Кто или что появится неожиданно. Это может быть еще и человек в погонах. По этой карте это проходят люди, которые занимают высокий пост и имеют рычаги влияния в своих руках. По этой карте проходят юристы, адвокаты, врачи. И вот нас может жизнь столкнуть с совершенно разными ситуациями. И все вот эти специальности или направления, которые я перечислила, вас может судьба столкнуть с подобным человеком. Может создаться и ситуация, когда вам нужно принимать быстро решение. И тогда найдется тот, который вам даст дельный совет. И вот так тоже может проиграться. Но и для вас что-то сделать, знаете, так, основополагающе хорошо на долгий период жизни. Ну, как укрепить свои позиции, достичь новых должностей или нового уровня, ну, вашей, может быть, значимости, влияния в социуме. Такое я тоже могу по карте допустить. И если мы не рассматриваем в зависимости эти карты, это просто может быть человек, даже который такой достаточно жестко хладнокровный. Или он находится в несколько иных энергиях, нежели даже вы. Но это будет означать то, что какое-то продуктивное сотрудничество может быть. Может быть, этот персонаж приходит совершенно неожиданно в вашу жизнь, но тогда это какая-то как пункт или какое-то событие в вашей жизни, когда вы однократно сталкиваетесь с какими-то, может быть, людьми, которые обладают и ресурсами, и властью, и это поворотный момент в вашей жизни, после которой и меняется вот по аркану колесница ваша жизнь или парадигма ваших взглядов на жизнь и ваших планов. Что, от чего вы откажетесь или что вам придется трансформировать? Семерка жезлов.
Это какая-то многозадачность или словно соревнование, или вам кто-то пытается что-то доказать, или наоборот, чтобы вы с чем-то согласились, участвовали в каком-то проекте. Ну, наверное, тысяча вариантов, но самый главный момент. На вас будут воздействовать, чтобы, правда, вы либо приняли участие, либо согласились на что-то. А возможно, и подписали какой-то документ, а вам говорят, ваша позиция достаточно сильная. И в этой колоде карт, обратите внимание, наш герой расположен на возвышении. Он на вершине арки. И арка эта находится еще и на вершине горы. Ты выше всех. Ты словно можешь наблюдать за суматохой мира или за тем, что люди хотят, что они желают. Но тем не менее, ты-то находишься выше. Поэтому, с одной стороны, вы будете очень отчетливо видеть, когда вами пытаются манипулировать. С другой стороны, на вас будут продолжать оказывать влияние, чтобы вы либо участвовали в чем-то, либо с кем-то согласились. И все же карта говорит, перед тем, как подписать какую-то бумагу, или перед тем, как взять на себя какие-то обязательства, ну, многократно подумай. Сохраняй дзен внутренний, отступи полшага назад и сначала задай себе вопрос, а тебе это нужно? И только потом, когда ты все просчитал, и для тебя нет никаких белых пятен, если того требуют обстоятельства или жизнь, ты можешь либо принять какие-то условия, или кому-то оказывать помощь, или участвовать в каком-то проекте. Но то, что дать себе время подумать, не должно быть, понимаете, вот если мы ведь спросили, да, от чего вы откажетесь сами, то я так больше вижу, что вы откажетесь как раз вот от этих персонажей, которые пытаются вами использовать. А может быть и придется трансформировать какой-то проект. И может быть среди вот этих 7 жезлов будет один, который заслуживает вашего внимания. Но это тоже придется как бы скорректировать или видоизменить планы сообразно обстоятельствам и обстановке вокруг. Карта совет. Королева жезлов. Обратите внимание, черный кот. Это символ того, что наша королева умеет хранить тайны, как свои, так и чужие. И это карта совет. Вот в таких энергиях вам советуют находиться в течение всего 2025 года. Вы будете очень притягательны. И правда, хозяйка, змея этого года вам будет помогать. Но змея ведь тоже немногословна. Она анализирует. Да, мы знаем, что как рывок змеи, он может быть молниеносным, но предшествует этой молниеносности какой-то детальный просчет. Вот так и по этой карте. Мы сказали, притягательность, магнетизм идет от этой персоны, но она умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. Ей доверяют, ей несут больше информации, ей доверяют секреты, потому что она не проболтается. И вот это все то, что вам помогает. В итоге вам будут больше доверять. Вы будете располагать таки большим объемом информации. И каким-то образом это вам будет полезно. И перед тем, как вы на что-то решитесь, вам нужно будет просчитать. И недостающую информацию как раз вы получите. А для кого-то из вас вам кто-то может проболтаться, ну или разоткровенничается, к примеру, и скажет какое-то свое намерение. А вы это намерение переложите на свою составляющую жизни, придете к выводу, елки-палки, я, к примеру, говорю, елки-палки, я ведь тоже об этом думала или думал. И у вас какой-то пазл может сложиться в отношении какого-либо проекта или, может быть, по части личной жизни, переезда, ну, наверное, чего угодно. И вы сумеете просчитать что-то до деталей и действовать, вот знаете, пунктуально, точно, попадая сразу в яблочко. Поэтому вот такие энергии в карте совет для вас будут важны в течение 2025 года. Вы будете обладать этой большей информацией, а кто владеет информацией, тот владеет практически всем. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи для рожденных в год тигра. Давайте узнаем, что нам подскажут карты Таро для вашего тотема.
Рассмотрим позиции энергии на предстоящий год. И я должна сказать, змея– это символ мудрости, это символ неспешности, просчитанности наших последующих действий и, значит, несколько других энергий, чем свойственны вам, мои дорогие. Вы люди решительные, вы люди смелые, отважные, но именно этот год нас приглашает разделить или различить такие понятия, как где заканчивается ваша честность и начинается доверчивость. И несмотря на всю вашу силу, вы можете быть доверчивыми, потому что вы люди благородные, и вы привыкли думать, если я никогда этого не совершу, то и другой этого не совершит. А тут мы можем столкнуться с совершенно разными энергиями людскими, и этот фактор нужно учитывать. Или что такое для меня независимость? И когда эта независимость переходит в гордость. Что есть для меня смелость? И когда эта смелость заканчивается и переходит в необоснованный риск. Или что такое доброта и что есть непостоянство. Мы столкнемся с событиями, очень важными для нас, и как внешние обстоятельства мы их не сможем изменить. Но наша задача будет как раз состоять в том, чтобы адаптироваться к тем условиям, в которых мы находимся, или которые складываются как обстановка вокруг нас, сбалансировать эмоции и принять мудрые решения, за которыми последует адаптация или организация нашей жизни, но в каком-то новом ключе. И, возможно, в течение года мы не раз будем принимать Соломоново решение, и это сделать будет совершенно необходимо, потому что 2026 уже год– это год огненной лошади. И если даже в 2025 некоторые энергии нам могут показаться, ну, такими вообще невообразимыми, какая-то происходит метаморфоза жизненная, то уже 2026 год, он нам еще новые какие-то метаморфозы может либо открыть, либо ну, обстоятельства или события могут еще более убыстряться, быть стремительными, непредсказуемыми или в каких-то для нас не совсем понятных энергиях. Нам надо научиться адаптироваться к жизни. Или раз уж мы с вами живем в эпоху перемен, как-то правильно взаимодействовать с тем, что приходит в нашу жизнь. Давайте мы узнаем, что для вашего тотема, для вашего знака подскажут карты, как они видят энергетику этого года. И это будет первая карта энергии года, ваше настроение. Что для вас? И три важных события. Возможно, это просто смена энергии или какие-то направления по сферам вашей жизни. Ну, 3 карты мы достаем. Следующая карта будет рассказывать, что вас удивит. Или что случится из разряда того, чего вы не ждете, не предполагаете. Кто или что появится неожиданно. От чего вы откажетесь сами или вынуждены будете это видоизменять, трансформировать, адаптировать к ситуации. И достанем карту «Совет». Что же по поводу энергии? Ну, вам поначалу может показаться, что, и может быть, это не совсем то, что нам кажется, но это много возможностей. Вы на выборе. И с одной стороны, как по этой карте, обратите внимание, человек словно развел руками, глаза разбежались. Много возможностей. Это ваша энергия. Карта передает, что сил душевных, физических у вас будет достаточно. Но выбор нужно делать. А выбор совсем непростой. Не должно быть какой-то задержки. Но и не должно быть вот как с места в карьер, рывкообразного чего-то. Это обдуманное решение. Когда вы понимаете, если я сейчас на что-то соглашаюсь, или наоборот, раз мы соглашаемся на что-то одно, значит, от этих остальных 6 кубков мы как будто отказываемся. Ну, расставить все по полочкам, разложить все по местам. Или вот эти основные направления, о которых я говорила до карт, для себя прояснить. Это будет совершенно необходимо, потому что некоторая путаница, которая происходит, может быть, или в вашей жизни, или это в вашей душе, ну, какое-то смятение или выбор, тоже должно быть уравновешено. Что зачем последует? Или что сейчас
в приоритете, чему первому нужно уделить внимание или какой сфере жизни нужно уделить внимание. И тогда все сложится в наиболее красивый узор, и все остальные возможности, оно никуда не уйдет. Оно потом вас догонит или раскроется с новыми вариантами. Но вот эту отправную точку вы должны выбрать. Может быть, это где-то уже период февраля-марта. 3 главных события. И первое. У кого-то на повестке может стоять личная жизнь или самовыражение, как ваше творчество, открытие нового бизнеса или вашего личного дела. Возможно, у кого-то это по работе проиграется. И здесь нам придется объединить два направления. С одной стороны, это чувство, или чувство, как через ваше вдохновение, ваше отношение к любимому проекту или то, что вы хотите осуществить. А с другой стороны, карта где-то подсказывает, что вот эти наши ценности или важные решения нужно упорядочить или свести к какому-то знаменателю в нашей земной жизни, потому что появляются возможности как раз, как, знаете, воссоздать в реальности свою мечту. Или буквально сделать сказку былью. Есть такая возможность. Почему я так говорю? Именно в этой колоде карт. э, Возле нашей прекрасной принцессы стоит кубок, а из кубка выглядывает рыбья голова. И мы знаем, что рыбы– это один из символов материального благополучия, денег и путешествий, переездов, перемещений. И вот здесь деньги, переезд или какие-то, может быть, многие поездки, у кого-то работа, связанная с перемещениями, командировками, или когда вы запланируете переезд, и, может быть, вопросы вашего проекта и личной жизни. Вот здесь нужно совместить в какой-то красивый узор. Может быть, как раз личная жизнь где-то будет пересекаться, к примеру, с работой на дому, а работа на дому будет пересекаться с деньгами. Вот если мы такую параллель проведем, ну, для кого-то это может быть как новое направление по части заработков и одновременно вашей самодостаточности. Здесь не отказать себе в какой-то мечте ведь тут тоже будет важно. Или выбрать вот тот проект, который в себе совместит и ваше благополучие, и какую-то доходность, и одновременно вам нравится этим заниматься. Это может быть и человек, встреча с таким человеком, который вас вдохновляет, мои дорогие. Возможно, это та персона, которая находится в несколько других энергиях, нежели вы. Может быть, это человек, который наделен особой чувствительностью, особой интуицией, который может словно предугадывать события или где-то вас, ну, смягчать вашу некоторую порывистость или быстроту вашей реакции. И я могу допустить, что для кого-то это будет прекрасный союз, когда вы будете совершенно, несмотря на то, что вы разные, но вы будете дополнять один другого, и это будет что-то очень продолжительное и такое, как великолепный тандем. И пусть это, возможно, не продлится очень долго, нам еще карты об этом не говорят. Нам вообще говорят по принцессе кубков: ты пока не забегай вперед, успей насладиться каким-то моментом или рассмотри новую возможность. Не отказывайся от чего-то, потому что другие энергии, не совсем ваши энергии, вашему тотему больше соответствует где-то мужество, сила, напористость, уметь брать ответственность на себя. А здесь экзальтация или чувствительность, больше нежности, доброты. Ну, где-то это должно быть соединено, возвышенное и земное. Ну, наверное, как по лунным узлам, которые у нас в январе поменяли ось. И если прежде это был Овен и Весы, то теперь у нас Рыбы и Дева. Так вот, Рыбы– это все то, что проходит по принцессе кубков. А Дева– это материализм, такой грубый материализм. Или то, без чего мы тоже не можем жить. Мы земные люди, мы должны отстраивать свое благополучие. Мы обязаны сами о себе позаботиться. Как и буквально о составляющей денежной, так и о своем здоровье, о наших ресурсах, о наших жизненных силах и энергиях. И вот все это совместить в красивый узор. Вот такая задача буквально с первых месяцев года. Давайте посмотрим, что же дальше. Может быть, вот действительно есть такое партнерство или ваш какой-то проект,
Или вы вместе, или вы один, одна будете обдумывать, каким образом воссоздать таки то, что как намерение, цель вы преследуете в реальной жизни. По пятерке жезлов это я называю эту карту информационного хаоса. И нам изображены герои, их пять жезлов. И здесь нет какого-то соревнования. Здесь есть сам по себе хаос, словно каждый размахивает жезлом, но в каком-то своем направлении или как он это видит. Несбалансированность идет по этой карте и какой-то диссонанс. Или если мы про информацию, это разрозненная информация. Вы можете получать много информации, которая либо вас ставит в тупик, либо она вас восхищает, либо вы негодуете. Она у вас вызывает много эмоций. А карта нам говорит о другом. Остановись. Все то, что ты слышишь, ты должен перепроверять. Потому что будет важно не откликнуться на волне эмоций или не согласиться с чем-то, не принять вымысел за правду или наоборот, не подумать, что какая-то даже правда неприкрытая, может быть, она нам не нравится, не подумать, что это какая-то ерунда. Доверяй, но проверяй. И поэтому правильная работа с информацией идет по этой карте. И карта эта выпадает, если мы три важных события достали, то вот эта карта, она находится в центре. Поэтому работа правильная с информацией и выбор– это как ваше все. Давайте третью карту откроем. Здесь будет важно чего-то не прошляпить, хотя прошляпить это не про вас. Ваш тотем как раз соответствует по восточному календарю, и ваша сила, энергия избавляет ваш дом от людей нечестных или буквально избавляет от воров. Ваш тотем, ваш знак. Потому что воры буквально и мошенники боятся вашей энергетики, мои дорогие. Вы умеете видеть людей правильно. Или даже если на какой-то момент вы ошибаетесь, то потом все равно встает на свои все места, и тогда ваш гнев страшен. Поэтому где-то люди считывают вашу энергию, поэтому стараются вот те, которые такие персоны ненадежные, не стараются вас обходить стороной. И тем не менее, вам выпадает семерка мечей. В этой колоде Таро иллюминатов эта карта называется «Забрать свое». Но мы знаем, есть и другое значение, хотя за все годы я не встречала ни разу, чтобы в одной из колод Таро была прописана карта вора. Но в простонародье именно так это и называется. И поэтому, внимание к кошелькам, к сумочкам. Может кто-то попробовать манипулировать вами. Ну, вы-то быстро разберетесь, но, может быть, это как через информацию. К вам приходят, но какие-то ошибочные решения. Поэтому, с одной стороны, если для кого-то из вас все же мы все разные, действительно стоит на повестке года, или, может быть, это тянется с какого-то предыдущего периода, и проходит у вас слушание в суде. Тогда я могу сказать, что вы правильно или при правильной работе с информацией вы можете для себя что-то прояснить и действительно с большими плюсами завершить вот эти судебные заседания. Можете что-то просчитать или обратиться к специалисту, разобраться в каком-то вопросе. Но все же и не прошляпить чего-то будет важно. Для кого-то эта карта будет свидетельствовать о том, что вы, может быть, ну, имеет смысл для вас изучить, как, например, новые системы взаиморасчета. Это где-то и предусматривается, что в 2025 году электронные деньги или сами по себе приложения, все то, что вот с электронными системами, электронными деньгами, может быть, криптовалютами связано, ну, где-то для вас уделить этому внимание. Понимать для тех, кто не сведущ, откуда что берется и вообще как это все работает. Какая-то финансовая грамотность, может быть, новая ступень. Может быть, вы и работаете по этой части уже. Это ваша занятость. Ну, тогда даже не замечтаться, не думать, ну, что да, вроде бы все азы я освоила, или, может быть, даже не просто азы, а вы уже профессионал высокого класса, но есть какой-то подвох, понимаете, по этой карте. И поэтому знание– сила буквально. Допустить какой-то альтернативный вариант, потому что предыдущая карта– пятерка жезлов. И мне очень хочется достать дополнительную карту. Что это означает? А ведь правда, тут что-то может быть по деньгам. И вы знаете, в чем ваш может быть риск?
Я вам скажу, по крайней мере, как я вижу. Вот если это карта вора, тут не только мошенничество, тут не совсем. Вас кто-то может уговорить на такой проект, когда это нужно людям или это полезно человечеству. Тут может перед вами кто-то поставить какие-то высокие цели, и вы, как люди решительные, ну, где-то есть вариант купиться на это и согласиться на то, что, в принципе, не стоит на это соглашаться. А у вас, тем не менее, на кону удачный период для работы и для заработка в целом, для денег. Это карта профессионала, одна из лучших карт в колоде на деньги. Или согласиться вложиться во что-то, а здесь вам нужно просчитать. Или быть очень внимательным к вложениям в плане крипты, может быть, да, или каких-то расчетов, может быть, в плане инвестиций, потому что деньги у вас будут, и вы можете быть действительно притягательным, потому что по части денег у вас здесь может быть прорыв. Но деньги важно не только заработать, но еще и сохранить. Потому что, знаете, для вас будет, Его Величество, случай, когда вы эти самые деньги, как важное вложение вас самих или инвестиция в себя самого, может вот такой момент проиграться. И тогда вам эти деньги самому понадобятся. Может быть, вы столкнетесь с какой-то патовой ситуацией, когда вы захотите помочь ближнему, но вы не должны себе навредить. Вот будьте аккуратны с деньгами и все то, что связано с вложениями, какими-то манипуляциями в плане систем взаиморасчетов. Здесь все-таки нужно быть осторожным, потому что одна карта дополняет другую. Давайте мы откроем следующую карту. Что же вас удивит? Правда какая-то вас удивит. По принцу мечей мы сталкиваемся в хорошем смысле. Нас проигрывается тогда эта карта, когда мы ищем истину, мы ее находим. Это может быть через адвокатов, через юристов, когда вы хотите разобраться в каком-то вопросе, чтобы осуществить дело, намерение, то, что вы поставите себе как цель. Но есть еще и такой нюанс, когда вы можете столкнуться с людьми, кстати, первое направление, тут их будет всего два. Так вот, первое – это когда идет человек пафосный. И я уже где-то об этом говорила. Когда вам подают какой-то проект как абсолютно точно выигрышный, или когда вы получите большие дивиденды, когда вы получите большие проценты, или для вас это чем-то будет полезно. Одним словом, вам рисуют какие-то сказочные такие картины, и вы уже так шаг за шагом вдохновляетесь этим. В итоге вы соглашаетесь, а это не работает. И второе направление – бунтарь без причины. Вот как с людьми пафосными, будьте осторожны, так и с бунтарями без причины. Сама по себе карта так и называется. Так вот, в этой колоде именно. Это те люди, которые нас пытаются вызвать на конфликт. Или, зная вашу натуру, характер, особенности вашего характера, что вас, может быть, легко зацепить где-то, пытаются вас спровоцировать на какой-то конфликт. Вот здесь будьте тоже очень аккуратны. И, вы знаете, сломайте чей-то шаблон. Может быть, вам это будет помогать, и именно это вас удивит. Вы удивитесь, а, что если я нахожусь словно в других энергиях или не поднимаю вот эту перчатку, когда кто-то меня пытается спровоцировать, вызвать словно на словесную, пусть даже дуэль, а я не реагирую, я спокоен, я не обращаю внимания. Вот как хозяйка года. Змея наблюдает, мы с вами об этом говорили. Вы просто наблюдайте, чтобы человек не мог считать по вашему лицу, по вашим глазам отношение к тому, что он говорит. И уйдите, возьмите паузу, отступите полшага назад. Не участвуйте сразу в чем-то, пока вы сами не разберетесь. И вот это неучастие, оно будет вам помогать. И именно это вас удивит. В последующем вы скажете себе спасибо и будете видеть, что самодоверие вам буквально помогает. И какая-то неспешность, отсутствие порывистости вам тоже помогает. И это вас опять же удивит. Как и столкнувшись с пафосными товарищами, так и с бунтарями без причины. Кто или что появится неожиданно.
деньги, мои дорогие, появятся. Я не могу сказать, насколько неожиданно, но варианты заработков определенно будут. Это по максимуму десятка пентаклей, и она говорит не только, кстати, о самих деньгах. Это могут проходить вопросы недвижимости, у кого-то смена жилья, или вы начнете планировать переезд или какие-то поездки. Ну, наверное, как по семерке кубков глаза разбежались, возможностей у вас будет много. Но еще идет такая концепция, когда мы не должны себе навредить, когда мы опять же сохраняем наши позиции, наше благополучие. Что или кто, мы спросили, появится неожиданно. Ну, я не могу сказать, что тут будет какой-то элемент неожиданности. Разве что вы придете к выводу, что ваш какой-то проект заработает. Или вы сомневались, что вот развивая свое, допустим, творчество, можно заработать большие деньги. Или, ну, достаточно, по крайней мере, больше, чем вы бы ходили, может быть, в офис или в какую-то организацию, работали бы по найму. Здесь больше доверия самому себе. Для кого-то из вас это вас может где-то удивить и одновременно появиться неожиданно какой-то человек, может быть, из прошлого, который, может быть, и была какая-то дружба, а здесь она может перейти в новые отношения. И вверху у нас принцесса кубков. Кто знает, что появится неожиданно. Может быть, как человек, который был прежде вам знаком. Он появляется в вашей жизни вновь, и у вас с ним складывается какая-то счастливая история. А прежде вы даже об этом не предполагали. Для кого-то из вас будут вообще любые концепции, которые касаются благополучия, когда для вас нужно допустить какой-то альтернативный вариант развития, либо истории и просчитать ее, или это приходит с информацией. Ну вот есть с элементом неожиданности приходят к вам возможности, которые в целом будут означать новое качество жизни. Давайте посмотрим, от чего вы можете отказаться сами. Ну вот от этого нельзя никак отказываться. Если выпадает карта колесница, тут можно от чего отказаться? От прошлого, мои дорогие. Я тогда могу предположить, что у кого-то произойдут перемены в личной жизни. Будет завершена какая-то деструктивная прежняя история, если таковая была в личной жизни. Правда, у кого-то, может быть, и разводы, мы об этом говорили. И вот то прошлое, вот это точно. От этого вы откажетесь. Но от чего точно совершенно никаким образом нельзя отказаться, это от будущего. Потому что карта колесница, старший аркан, это как внешние события пытаются сделать вашу жизнь более успешной, более счастливой. Эта карта сама по себе скорых перемен и нашего участия в чем-то, согласия вот на эти самые перемены. И карта вторит: не оглядывайся назад, тебе отсюда полный вперед. Поэтому вот этот полный вперед тут тоже может быть обусловлен тем, что вы успеваете совершить. Или вы где-то даже можете торопиться в 2025 году. У вас может наступить тот пункт или момент в любом этапе 2025 года, когда вы понимаете, я сейчас подвожу итоги и уже словно делаю прыжок в будущее. Но будьте внимательны к возможностям, потому что возможность нельзя упустить по этой карте. И мы должны, ведь это карта скорости, действовать тогда внимательно и слаженно. Просчитать что-то, себя подстраховать будет необходимо. И примите во внимание физиологический момент, что физиологами подсчитано где-то, что мы или мозг наш принимает решение за 15 секунд, а думать мы можем как угодно долго. Поэтому уплотняется для вас время в 2025 году. Пусть это произойдет в какой-то день, месяц или неделю, когда не будет много времени раздумывать или какую-то прокрастинацию себе устраивать. Ведь не случайно вот этот аркан выпадает выбора и где-то настраивает нас на весь остальной расклад, что ты встанешь перед этим выбором. Тебе будет, может быть, казаться, что много возможностей, а нужно для начала выбрать что-то одно. Но именно это и будет означать ваш успех. Давайте карту «Совет». Будьте, наверное, как король мечей, более рациональны. Для вас будет очень важно согласовывать документы
именно по части закона, или поступать самому по закону, не нарушать ни в коем мере закон. И тогда помните, закон защищает вас. Не действовать наобум, не надеяться на его величество случай или то, что я все равно что-нибудь придумаю или как-то выплыву. Вот есть вот такой момент. Нет, здесь не должно быть противостояния против системы. Мы не идем по этой карте, когда она выпадает в противовес какому-то сложившемуся укладу, традициям, принципам или то, что обусловлено, опять же, любой системой. Здесь именно нужно согласование, и это вас где-то бережет. Может быть, вам придется обращаться, опять же, к специалистам. Иногда по этим картам проходят, как и люди в погонах. Погоны бывают разные, не обязательно военные, иногда это таможня. Все зависит от того, что же вы намереваетесь сделать. Это могут быть люди в форме, и мы говорим, это могут быть врачи. По этому аркану проходят и юристы, и адвокаты. И это все то, что я уже говорила. Перепроверяйте. Если вы сами не юрист, предположим, да, вы слабы в какое-то провисание есть, да, в знаниях в определенной области, тогда нужно что-то и узнать, раздобыть эту информацию или разобраться с какими-то новостями. Страхуйте себя, иными словами. Не делайте того или просчитывайте, или спрашивайте, сказала бы так, в чем подвох, если вам что-то предлагают? Или наоборот, кто-то в ваш адрес, ну, чересчур лоялен, да, вот как мы говорили по принцу мечей, какой-то пафос или какие-то комплименты вам рассыпают. Первый вопрос задать себе, а чего это он рассыпается в комплиментах? Или что это такое участие в мой адрес? То есть немножко сомневаться. Это где-то ключ к рациональности и правильным поступкам, действиям, ну, где-то и, может быть, математическому расчету тоже. Мы ведь об этом по деньгам тоже говорили, что себя нужно беречь, свои финансы, свои активы, свои ресурсы, свое время и свои силы. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных год кролика или кота по китайскому или восточному гороскопу. Давайте узнаем, что нам подскажут карты для вашего тотема. Будем реалистами, конечно, любой прогноз, расклад не расскажет о личной истории каждого из вас. Но все же заглянем в будущее и немножко сменим наши энергии. Обычно мы рассматриваем расклады по знакам зодиака, но я должна сказать, что порой как раз подсказки приходят с альтернативных позиций. И как альтернативная позиция– это восточный гороскоп. Или рассмотрим погоду. И если мы говорим «хозяйка года» – это змея. Это символ мудрости. Для вас где-то добрые энергии. И, как известно, кот всегда падает на 4 лапы. Поэтому добрые возможности завершить какие-то спорные моменты или решить непонятные вопросы. Но нужно быть готовым к тому, что 2025 год– это тот, который нас призывает взвешенным решением. Почему? Мы все столкнемся с какими-то обстоятельствами, которые нам важно принять. Мы их не сможем изменить. Наша задача будет состоять в том, что мы должны адаптироваться к той или иной обстановке, быть милосерднее к самим себе. Может быть, сбалансировать наши эмоции и проявить мудрость или мудрые решения принимать, за которым впоследствии пойдут организация как-то по-новому нашей жизни, потому что обстоятельства вокруг нас вынуждают к этому. Возможно, в течение года мы не раз будем принимать Соломоново решение и разграничивать такие понятия, как где заканчивается наша честность и начинается элемент доверчивости, доверия, может быть, доверия безграничного, что для нас представляет собой независимость и где эта независимость переходит в гордость. Что для нас означает очень важное такое качество, как смелость, но где эта смелость переходит в необоснованный риск. Что для нас значит доброта и что значит непостоянство. Ответить себе на подобные философские вопросы будет совершенно необходимо в 2025 году. Потому что, несмотря на то, что год этот может для нас где-то открывать такие неожиданные метаморфозы, но по сравнению с последующим 2026 годом, который будет являться годом огненной лошади,
это будут еще более стремительные или совершенно непредсказуемые какие-то события. Что-то может убыстряться или приходить для нас как смена парадигмы нашей жизни. Поэтому 2025 год – год мудрых решений, или когда мы можем построить свой надежный тыл, или словно фундамент заложить нашего благополучия. Давайте узнаем, какие энергии для вашего тотема или для вашего знака раскроют карты. И первое, это так и будет называться карта, ваши энергии или энергии 2025 года, года змеи, и ваше настроение. Мы достанем 3 карты, как 3 важных, 3 главных события. Возможно, это энергии, которые будут меняться, или сферы жизни. Следующая карта. Что вас удивит или что случится из разряда того, чего вы не ждете? Что или кто появится неожиданно? От чего вы откажетесь сами или будете вынуждены видоизменить или трансформировать что-либо? Достанем карту «Совет». Давайте откроем эти энергии. Сразу обратите внимание, королева жезлов, черный кот на коленях. И кот очень символично вашему знаку или вашему тотему. Тем не менее, черный кот означает, королева жезлов умеет хранить тайны, как и свои, так и чужие. И для нее это открывает безграничные возможности, потому что она правильно умеет работать с информацией. Королева жезлов, и это где-то карта передает вашу энергетику на 2025 год. Она умеет правильно распорядиться деньгами, что очень символично, кстати, вашему тотему. В основном, в большинстве, вы люди, которые умеете правильно просчитать или исключить какой-то ненужный риск. Но есть момент азарта. Помните, легкие деньги опасны, и азарт должен быть исключен. Но по этой карте вы будете обладать определенной притягательностью. Мои дорогие девочки, для вас это или девушки, женщины, для вас этот год может ознаменоваться таким моментом, что вы можете изменить свой статус. И если, к примеру, вы сейчас одна, то вы можете повстречать такого человека. Вам может он встретиться, который захочет вас узнать несколько поближе. Но и даже если меня смотрят мужчины, с одной стороны, эта карта будет свидетельствовать о том, что может появиться и женщина в вашей жизни, очень важная. Как словно магнит к вам, она вас будет к себе притягивать. Вам хочется с ней разговаривать, вам хочется установить с ней более такие прочные отношения, контакты или развивать дальше отношения. Но это еще и карта будет говорить, что сам в таких же энергиях где-то находись. Здесь неспешность, с одной стороны, какой-то просчет. Вообще это сильная позиция, и вообще это карта сильного человека, но очень продуманного, потому что по аналогии эта карта подразумевает, вот эта сила, она не происходит из ниоткуда, она не происходит от рождения буквально, она приходит из опыта, от того опыта, когда пробы и ошибки были совершены. И есть такое значение, когда жизнь ставила несколько раз на колени, и в итоге вот уже теперь королева жезлов, она точно знает, где нужно промолчать или как нужно работать с информацией, как нужно распорядиться деньгами, как нужно построить бизнес. И вот в этом направлении ваши энергии. Давайте 3 важных события. Выбор правильного направления. Или по этой карте важная информация. И я называю эту карту «Выход из лабиринта». Какая-то запутанная ситуация или, в принципе, путаница в вашей жизни однозначно завершится. Может быть, это происходит с тем, что правда происходит внешние какие-то события или от вас независящие. Вы можете оказаться в какой-то ситуации, когда правда и ничего, кроме правды. Когда, если даже прежде были какие-то разные мнения у вас самого или самой, или вы предполагали, в каком направлении вы будете двигаться, или вы определяетесь по вашим отношениям, или по отношениям человека к вам. Вот теперь нет, да, если, может быть, есть одна правда. Прояснится какой-то вопрос, и вы будете знать,
как нужно действовать дальше. По этой карте предусмотрено, что вы тоже можете словно от чего-то отказаться. И эта энергетика говорит о том, что тогда вот эта самая путаница, она и будет устранена. Не может быть одновременно как игры в одни ворота, так и не может быть движения в двух направлениях одновременно. Здесь что-то основополагающее, как главная цель ваша или намерение, какая-то, ну, как ваши достижения, то, что вы себе ставите в план, и словно по этому направлению вы идете. И не случайно наш меч коронован. Вам здесь нужно на что-то решиться. И праздник Победы, или праздник после победы, или праздник, когда мы разделяем эту победу с друзьями, единомышленниками. Четверка жезлов. Всячески прекрасная карта, когда и победа в кармане, или когда вы решаете какой-то сложный вопрос, или какую-то путаницу вы здесь разруливаете или принимаете важное Соломоново решение, но оно тоже подразумевает, что все, вот что-то в вашей жизни заканчивается. Или уже теперь вырисовываются более четкие очертания ваших намерений, что для вас важно. И прикладывая в одном направлении свои усилия, вы получаете как и надежность, так и праздник, так и, по сути дела, крепкие тылы или какой-то финансовый фундамент. Может быть, это и подушка безопасности, или решаете вы все же жезлы, дела, работа, бизнес и деньги. Все то, что я говорила по королеве Пентаклей. И поэтому и победа, и праздник будут. Давайте откроем третье событие. И я бы тогда сказала, с учетом всех трех карт, вот эту победу вы не можете расслабиться, вам ее придется сохранять. Или решение какого-то вопроса, который вам приносит, может быть, буквально деньги. Деньги есть, деньги будут. Но ими надо правильно распорядиться. На вас будут давить как будто окружающие. Может быть, вас будут с учетом семерки жезлов склонять, чтобы вы на что-то согласились или участвовали, вложили куда-либо деньги. Или, может быть, по этой карте вы участвовали в каком-то проекте. Здесь могут наводить тень на плетень, но опять же, карта говорит, сохраняй свои позиции. Почему? Сохраняй буквально и финансы свои, и свои ресурсы. Нам показан человек, который находится на возвышении. Есть такое значение, вы выше всех. Поэтому я и говорю, ваша позиция, с одной стороны, неуязвимая, но до той поры, пока вы кому-то не сказали, может быть, да, или не взяли на себя какие-то обязательства. Вот для вас будет важно не взять те обязательства, которые вам не нужны. Поэтому будьте предельно внимательны, когда вы подписываете документы, или когда вы с чем-то соглашаетесь, или заключаете какие-то договоры, важные бумаги. Здесь важно не замечтаться, оттолкнуться, может быть, от того, что важно вам. Или, я бы сказала, не торопитесь, когда вы сталкиваетесь вот с оформлением каким-то. Возьмите себе, ну, как день, может быть, подумать или найти дополнительную информацию, вот, кстати, и просчитать наперед, на пару шагов вперед. Для вас это как сохранение ваших сил, вашей ресурсности, может быть, и вашей самодостаточности, потому что влияние извне на вашу персону будет достаточно много. И это может приходить как и по работе, по вашей занятости. Вас ведь могут уговорить на какой-то проект. Вы потратите свое время, силы, энергию, а лавры получит кто-то другой. Поэтому вот этот тонкий нюанс примите во внимание. Или вы можете согласиться на какую-то инвестицию, а деньги уйдут никуда. Поэтому вот тут все требует вашего как и самосохранения, так и буквально, может быть, математического просчета или знания законов. Вот есть такой нюанс. Давайте мы посмотрим, что вас удивит. Какая-то пауза. Вас может удивить, если вы согласитесь на какой-то проект и тем самым себя словно загоните в какой-то тупик. Здесь есть возможность выйти из тупика с учетом королевы жезлов. И я тогда могу предположить, мы все-таки все разные. Для кого-то из вас это может говорить о том, что тупик может закончиться очень быстро, благодаря вашим решениям. Вы можете отказать кому-то, и завершится какая-то патовая ситуация. Вы можете завершить двойственные отношения, как качелеобразные.
когда вас использовали, вот буквально так, или вы были кому-то удобны. Все же аркан повешенный будет говорить о жертвенности какой-то. Так вот, вот эти все неопределенности или какие-то тупики, или какие-то согласия, когда мы, может быть, пытались быть всем хорошие, или не хотели какой-то конфронтации. Вы великие дипломаты, но, видимо, это самая дипломатия или ваша доброта, она не может быть бесконечной. Может быть, по этому аркану нам ведь тоже где-то подсказывают. Проводи параллели. И кто знает, одно дело честность и ваши отношения, вы по-честному. Но, может быть, честность уже закончилась и началась доверчивость. И вот этого перехода не должно быть. Иначе мы оказываемся заложниками какой-то подвешенной ситуации или, мои дорогие, подписанных документов, взятие на себя каких-то обязательств, может быть, кредитных обязательств, или кто-то взял кредит, а вы пошли к нему как поручитель. И как тут сложится, тут все от честности человека зависит. И опять же, от степени вашей доверчивости. С одной стороны, есть возможность завершить одним махом вот какую-то, ну, как обязаловку, или, я бы сказала, какой-то тупик. И праздник уже не за горами. Но есть и такой момент, что вы завершаете одни какие-то, ну, может быть, варианты сотрудничества или какую-то путаницу в вашей жизни. Но есть все-таки риск попасть на какую-то новую подобную ситуацию или с какими-то новыми нюансами, или дать себя уговорить на что-то. Вот это для вас как основная тема. Иногда я понимаю, почему выпадает королева жезлов. Помните о каком-то опыте, который не следует повторить. И тогда вы не будете удивляться тому, э, что случилось. Потому что не повторить, понимаете, какую-то ошибку. Или к вам могут повторно обратиться, к примеру. Вы, может быть, уже кому-то помогали, потом сказали, все, нет, закрылась лавочка. Ну, я шучу, понятно. А тут кто-то попробует взять реванш. Поэтому будьте стойкими в своих решениях, намерениях и целях. Следующая карта «Кто или что появится неожиданно». Но я бы не сказала, что тут что-то появится неожиданно. По четверке Пентаклей это стабильность. Я не могу сказать, что и деньги появляются неожиданно. Нет. Тут разве что в неожиданностях может быть такой пункт, когда некоторые задержки проходят. Или когда действительно человек из прошлого, то, что вам уже знакомо, может появиться неожиданно в вашей жизни. Давайте я достану дополнительную карту. Что это может означать? Тут знаете, что появится неожиданно? Тут появится какая-то новость, или будут ускоряться события, или это будет связано с человеком, которого вы уже перестали ждать, а он вдруг появляется в вашей жизни. Вы уже где-то успокоились, а здесь как трансформация начинается. Или, я бы сказала, это жизненный экзамен, повторение какой-то прежней истории. И для вас будет важна или как вот эта проверка на прочность, или сдать этот жизненный экзамен, или вовремя сориентироваться правильно по обстановке, или дать ваш правильный ответ, уйти, может быть, вот из этого тупика. Обстоятельства могут ускоряться, и для вас это может быть, с одной стороны, ценная информация, когда вы можете обустроить какое-то дело, или то дело, которое поставлено на паузу, то тогда, с учетом восьмерки жезлов, это и будет означать как раз выход из какой-то сложной ситуации или из подвешенного состояния, когда вы словно переиграли, перевернули какую-то историю на 180 градусов. И вот посмотрите, наш герой уже танцует. Правда, можно как и решить, с одной стороны, какую-то патовую историю и больше не вспоминать, а оставить только как пережитый опыт. Но можно где-то и попасть вот в такую зависимость. Будьте внимательны. От чего вы откажетесь сами или вы будете это трансформировать? От того, что деструктивно, вы точно откажетесь. Вы откажетесь от того, что вас как внутренне разрушает. Но вы можете также отказаться увидеть реальность. Вот есть в этом опасность. Кто-то может отказаться от действий,
когда это будет совершенно необходимо. Ведь по аркану башни у нас проходят обстоятельства, которые могут, ну, граничить с тем, что нам необходимо вот именно во благо самим себе что-то предпринять. А мы в этот день или в этот момент мы бездействуем. Здесь принять нужно будет важное решение. А кому-то из вас может быть где-то боязно, или вы прежде с этим не сталкивались, нет жизненного опыта, и вам захочется подождать, а ждать по аркану башни нечего. Здесь нужно выходить из какой-то ситуации. Поэтому, может быть, это будет несколько дней в году, которые потребуют от вас буквально трансформации, быстрых действий, какой-то внутренней аналитики, и у вас это получится, но нельзя ставить на завтра, а нужно действовать в моменте здесь и сейчас. Тут даже самая, ну, невероятная какая-то ситуация может давать вам подсказки или ключ к тому, что нужно действовать совершенно по-другому. Что это может означать? Вы можете столкнуться с двумя типами людей. Первый — это те, которые говорят красивые речи, говорят комплименты, какие-то пафосные товарищи, или вам предлагают участвовать в каком-то проекте, который выглядит как абсолютно на 1000%, по крайней мере, вам так могут преподносить. Это выигрышно, вложения какие-то для вас очень перспективные, что вы получите какие-то там невероятные дивиденды или проценты, а по факту это фейк. Поэтому отчасти бойтесь пафосных личностей. И второй момент проходит по этой карте. Бунтарь без причины. Здесь в отношении вас люди могут использовать разные методы. С одной стороны, могут купить налезть или могут наоборот проявлять какие-то негативные эмоции. Или начинать вспоминать что-то из прошлого. Или говорить, а ты помнишь, вот там что-то было. Могут пытаться даже угрожать. Вот есть такой момент. И ваша задача ни в первом, ни во втором случае не участвовать, не поддаваться на какую-то провокацию. Помните, если вы слышите какую-то новость, ваша сильная позиция будет в том, что вы будете эту информацию или новость перепроверять. Вы сумеете или найдете в себе силы от чего-то отказаться, или как-то видоизменить свою жизнь, или изменить какие-то обстоятельства. Будет тот момент, когда вам придется действовать и не понадеяться на чью-то порядочность или на чью-то доброту, а именно понадеяться больше на самого себя. Доверие больше самому себе. Обдумать, да, действительно, насколько человек правдив по отношению к вам. Найти вот так вот, ну, где-то, невзирая на обещанное, найти правду, истину и разобраться, что же это такое. Я вижу, что вам придется, правда, работать с информацией или с тем, что вы будете слышать. Где-то момент недоверия тому, что вы слышите впервые, или вам как словно сорока на хвосте принесла, или вы сталкиваетесь с людьми, которых вы видите первый раз. Все же, и, мои дорогие, я вижу определенный момент риска, что вас могут такие на что-то уговорить. На то из разряда на что уговорить вы себя не должны дать. Потому что сильная позиция и праздник после победы. Здесь есть момент, когда и деньги к вам, как бы они у вас в принципе есть. И значит, я могу предположить, что вы можете столкнуться с такими персонами, которые могут желать где-то присоседиться вот к этой победе и к празднику жизни. Давайте откроем карту совет. Ну, пожалуй, все то, что я говорила. Четверка мечей. Не торопись. Вот действительно, смотрите, у вас две четверки. И никуда не торопимся. Должны что-то продумать. И третья четверка, это первая, точнее, она выпала, праздник после победы. И мы с вами сказали, эту победу, этот праздник вам придется сохранять. Вам действительно придется сохранять. Привести мысли в порядок вам придется не раз. Может быть, не... Если вам кто-то с учетом вот этого аркана, принц мечей, пытается вывести вас на конфликт, или зацепить за живое, или где-то психологически вами манипулировать, мы складываем оружие, мы не реагируем никак. Не поддавайтесь, правда, на провокацию. Может быть, уделите внимание самому себе.
Порадуйте себя чем-то, уделите внимание, может быть, и собственному здоровью. Может быть, для кого-то будет очень благотворна поездка в санаторий. Мы ведь не говорим, что вы болеете. Нет. Но, видимо, не только ментальность какая-то, она должна быть у вас в полном балансе. Или, может быть, вы, мои дорогие, будете уставать от объема информации, от объема новостей, от вашего отчасти окружения или от людей, которые будут пытаться на вас воздействовать. Или вот это напряжение может быть вами, ну, как воспринято, как усталость или хроническая усталость. И я бы сказала, мы смотрим карту совет. Отдыхать совершенно необходимо. И поэтому для кого-то периодически, ну, какой-то такой ретрит, если это возможность, или когда вы отходите от дел, и, ну, так немножко больше себе уделяете внимание, как и собственной душе, или своим планам на будущее, или как согласовывается какое-то предложение от человека или услышанная новость с тем, что вы хотите продолжать. Вот это анализировать, как хозяйка года, змея, которой мы сказали, она мудрая, она наблюдает, а потом только действует. Время мудрых решений и неторопливых действий. Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда. 2025 год, год змеи, для рожденных в год дракона по китайскому или восточному календарю. 2025 год. И надо сказать, это год мудрости, мудрых решений, мои дорогие. Забегая немного вперед, скажу, что для вас этот год может быть, знаете, когда многие вопросы, которые начались в предыдущий 2024 год, это был ваш год, но то, что вы не успели завершить, или то, что вы не успели оформить. Может быть, это те начинания, которые получили как раз, ну, как мотив только, или успели вы сделать пару шагов вперед, но не успели продолжить, завершить или с чем-то определиться. Вот 2025 является продолжением вашего 2024 года. И поэтому, если на что-то не хватило времени или в чем-то вы не решились, не определились, но так и сложились обстоятельства, то 25 год даст вам больше спокойных энергий, когда вы будете подводить итоги под тем усилиям, намерениям, планам и целям, которые вы начали осуществлять в 2024 году. И мы столкнемся еще с рядом внешних и очень важных обстоятельств, событий в нашей жизни, но мы это не сможем отменить. И основное направление, безусловно, это адаптация к тем условиям, в которых мы находимся. Адаптироваться, а в последующем организовать себя по-новому или свою жизнь с элементом новизны нам тоже придется. И это будет очень важно, поскольку 2026 год, он будет несколько сложнее, чем 2025. И это год огненной лошади, 26 год. И если даже 25 может нас столкнуть с некоторыми метаморфозами, или когда нас что-то будет удивлять из разряда «ну, этого никогда не могло быть», а оно, тем не менее, в нашей жизни присутствует. Так вот, несмотря на эти метаморфозы, 26 год еще более стремительный или неожиданный может быть. Поэтому непредсказуемость какая-то на 26 год где-то вам говорит, что в 2025 вы должны построить словно фундамент своей жизни или какие-то свои тылы защитить, может быть, финансовые какие-то ситуации для себя прояснить окончательно. Ну, вот этот самый победу или какой-то итог в 2025 году вы можете подвести. И разграничить также понятие, где заканчивается честность и начинается доверчивость, где или что для вас значит независимость и в каком месте это может перейти в гордость и где-то нам повредить. Есть такой момент и смелость. Вы смелые люди, отважные. Вы где-то первопроходцы. Или ваш знак, если мы говорим о восточном календаре, то это небесного могущества и влияния. Дракон может пойти на любое дело в одиночку. Он может пойти даже на какое-то не самое правильное дело и, тем не менее, выйти победителем. Но все же смелость и необоснованный риск. Что это? Где эта граница? Для себя тоже провести. Что для вас означает доброта? И что, как вы понимаете, непостоянство?
Есть определенный баланс по всем этим таким основным направлениям, может быть, отчасти философским, но это нам приходится для себя некоторые параллели проводить, потому что жизнь нас ставит в эпоху перемен с новыми условиями. И это не закончится, это будет продолжаться по нарастающей, как я уже сказала. Итак, давайте первую карту. Энергия. Энергии, ваше настроение, ваши возможности. 3 важных события. Возможно, это как смена энергии в течение года или как наиболее активные сферы жизни, которые будут проигрываться. Следующая карта. Что вас удивит или что случится из разряда того, чего вы не ждете? Кто или что появится неожиданно? От чего вы откажетесь или вам это придется трансформировать или видоизменять? И достанем карту совет. И если мы говорим об энергиях, ну, очень символично, кстати, да. Продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. В центре это деньги или материальное благополучие. Наверное, это и как и подушка безопасности, или, в принципе, удачный год на материальные, с одной стороны, инвестиции в самого себя, или все то, что можно свести к пониманию денег. Это может быть и недвижимость, купля-продажа недвижимости, или, может быть, переезд. Кто-то из вас планирует в одном месте продает, в другом собирается покупать. Это некоторое внимание, может быть, к системам взаиморасчета. А в 2025 году теоретически мы можем ожидать, что сама финансовая система тоже будет меняться. И неважно, где вы живете. Здесь какие-то глобальные изменения могут быть, опять же, как внешние обстоятельства. Вам придется это учитывать. Или вам придется продумывать, чтобы вот этот доход приходил из нескольких источников. И если один источник дохода словно пробуксовывает, то есть запасной вариант, и может быть он не один, а 2 или 3. Поэтому деньги, ну как ни крути, это наша основа благополучия, потому что мы земные люди, нам вынуждены мы беспокоиться как и о собственной ресурсности, о нашем доме, о месте нашего проживания, так и, в принципе, деньги – это то, что нас делает свободным. Деньги – это ключ к новым возможностям. Деньги – это где-то и ваша независимость. Давайте мы узнаем, что же за 3 главных события. Вот наш герой стоит, и глаза у него разбежались. Тройка кубков. Это, с одной стороны, карта прокрастинации, когда мы все время чего-то ждем. Или надеемся, что ну, нам что-то пообещали и наконец-то исполнится. А карта говорит, нет, ты должен делать выбор. Может быть, и не ждать того, кто не придет. Или не надеяться на того, что вам кто-то что-то пообещал. Хоть вы люди решительные, но вы люди доверчивые, можете, по крайней мере, часть из вас может быть таковыми. Все же мы все разные, и поэтому какое-то бессмысленное ожидание должно быть закончено. По семерке кубков нам говорят, да, есть 7 направлений. Может быть, это то, что вам интересно. Действительно, 7 направлений. И первое, и второе, и третье. Но всем сторон мы сразу не пойдем. Нужно выбрать что-то основополагающее, важное. И, может быть, самые первые месяцы, февраль, март, который как раз уже теперь начинается год змеи, для вас нужно с чем-то определиться. И эту определенность вашу вы не можете растянуть на долгий срок. Вы потеряете время даром. Вот об этом где-то говорит карта. Давайте посмотрим вторая карта. Ну, на кону король кубков, и это вопросы, связанные с личной жизнью. Может быть, это как для людей семейных, ваш супруг, партнер или для тех, кто в паре. И понятно, у каждого по-своему. Может быть, где-то карта будет говорить о том, что если мы в целом переложим на год змеи вот именно вас, вашу энергетику, для кого-то из вас это будет означать, что первая половина года будет
ну, больше как раз про контекст денег или ваших достижений. А вторая половина года может так статься определение по части личной жизни. И здесь у каждого по-своему. У кого-то это будет означать переезд всей семьей или какие-то новые ваши планы с семьей. У кого-то, кстати, построение семейного бизнеса. А для кого-то из вас это важный человек, оформление отношений. Ну, наверное, по королю кубков тут две составляющие. Первое, опять же, финансы, нам об этом говорят, а второе– это взаимоотношения. И отношения это может быть как ключевые партнеры, рост вашей популярности, может быть и на работе, или в целом ваша позиция в социуме, и согласовывать вот эти энергии. Нет как будто выбора. И если вы поставили на выбор вот эта семерка кубков, чем мне сейчас заниматься? Либо своими достижениями или углубиться в личную жизнь. Так вот нет. Первое и второе. Это нужно согласовать. Здесь нельзя разделять. Здесь нет сепарации. Это нужно каким-то образом объединить. Объединить почему говорю? Потому что король кубков, он как раз это объединяет. И по королеве жезлов, если мы говорим, это карта сильного человека, сильной позиции. Почему? А потому что королева жезлов уже прошла какой-то сложный опыт проб и ошибок. И ошибки не повторить. Она уже теперь имеет твердое намерение. Черный кот, который на коленях у королевы, это как раз символ того, что мы о себе много не рассказываем. Вы никому не рассказываете о ваших планах, но вы будете, словно магнит, притягивать к себе новых людей. Или, может быть, и людей из прошлого. С вами хочется общаться, с вами хочется дружить, вас хочется узнавать поближе. Но вашу сильную позицию придется сохранять. И поэтому никому ни да, ни нет, пока вы с чем-то сами не определились. Но вам люди будут нести много информации. И это для вас выигрышная, опять же, позиция. Потому что кто владеет информацией, тот владеет всем. И вы будете знать немножко больше, чем другие люди. И значит, будьте готовы к тому, что вы можете услышать какую-то новость или как информация, случайно услышанная в обсуждении каких-либо людей, может быть для вас также полезно, потому что ваш личный пазл какой-то складывается. Здесь вообще информационный какой-то поток и правильная работа с ним будет вам позволять укрепить собственные позиции, расширить бизнес. Ведь королева жезлов, она наиболее удачливо дела работают бизнес и деньги. Она умеет правильно распорядиться деньгами. И поэтому первая карта– восьмерка пентаклей. Мы сказали, карта денег и работы. Поэтому тут не только заработать деньги, мои дорогие драконы, но и правильно ими распорядиться– это задача, ну, номер один. Ну, наверное, и одновременно личная жизнь. Вот все вместе где-то соединить. Ладно, давайте мы с вами откроем, что же вас удивит. Удивит, и мы спросили то, чего вы не ждете. Вы знаете, вас может удивить какое-то предложение или та возможность, которую вы должны еще увидеть. Все же наш человек смотрит в землю. И, может быть, какие-то разочарования, что не удалось совершить какой-то проект, не удалось совершить, может быть, какое-то ваше намерение по части вашего творчества, вашего, ну, как плана в бизнесе или наоборот, по части личной жизни, может быть, в предыдущий 2024 год. Это все то, что я говорила еще до карт. Но для вас откроют новые перспективы, и вы можете удивиться тому, что поступают предложения. Может быть, это в чем вы проявляли активность в 2024 году, или на что рассчитывали или надеялись. Но это не случилось и не произошло. И значит, с новым каким-то вариантом вернется в 2025 году, и вам это нужно рассмотреть, чего-то не упустить. Будет важно вообще увидеть новое направление. И вы можете, кстати, как и вернуться к какому-то прошлому проекту. Ну, здесь не совсем возврат, а здесь какое-то продолжение с новыми вариантами. Но для кого-то из вас это вообще какая-то
новая концепция вашего важных направлений в жизни или новый фарватер жизни. Вы словно обернетесь назад и увидите вот эти самые возможности или вот этот самый кубок и будете удивляться, почему же я эти возможности не видел и не видела раньше. Но какая-то панорама у вас должна быть все время перед глазами. Расширять свой кругозор, расширять горизонт, вот этот панорама, я сказала, да, то есть не совсем вот как этот человек, смотреть в землю вообще недопустимо. И если вы обратите внимание на людей, допустим, вы идете по улице, идете по ровной местности, обратите внимание, куда смотрят люди. И может показаться, что они смотрят под ноги. На самом деле, даже в том месте, где под ноги мы не смотрим, а можем в спокойном прогулочном шаге, ну, так вот, окрестности осматривать или замечать, что происходит вокруг нас. И тем не менее, большинство людей смотрят настойчиво в землю. Вот для вас это категорически в 2025 году запрещено. Иначе вы не увидите вот эту самую возможность. И даже то, что альтернативное вам нужно рассматривать или как минимум пробовать, не отказаться от чего-то. Понимаете, не будьте чересчур категоричными. Здесь потому, что вас с одной стороны что-то может и удивить, и одновременно открыть новые пути дороги. Что может появиться неожиданно? Или кто? А здесь и кто, и что. Поэтому аркану умеренности. Я должна сказать, эта колода карт Таро иллюминатов имеет много символов. И в данном случае аркан умеренности о неслучайных случайностях вашей жизни. Действительно, вот этот альтернативный вариант, все то, что я сейчас долго говорила по четверке кубков, нужно рассмотреть или, обернувшись назад, увидеть какую-то возможность. Может быть и так. Потому что неслучайные случайности проходят по этому аркану. И иногда называют, о, это переливание из пустого в порожнее. Вовсе нет. Нам показан ангел. И вот эта умеренность, это выдержка в первую очередь. И основан этот аркан старший на историческом факте, когда много столетий тому назад король, которого звали Хлодвиг, династии мировингов, это франки, он воюет с готами. И вышло так, что он был зажат между рекой Рейн и войском готов со своим войском. Погибель была бы неминуема, но, наверное, король на то и есть король. Он обладал определенной выдержкой, и он не поддавался эмоциям. Он обдумывал вот эту патовую ситуацию, что он может предпринять. И, казалось бы, погибель неминуема. Но король прогуливался вдоль Рейна и обратил внимание, что болотный ирис, желтые цветы, растут вдоль берега и уходят вглубь реки. Он знал, что цветы растут на мелководье, и у него закралась сумасшедшая идея. А не переправиться ли мне с войском вброд? А тем не менее Хлодвиг решился и осуществил это. Он спас людей, он спас свое войско, спас самого себя. И с этого исторического факта вот эти желтые болотные цветы, ирис. На этой карте ирис изображен фиолетовым, потому что пурпурный цвет передает как знак небесного благословления, могущества. Но мы сегодня уже знаем эту лилию или этот болотный ирис как геральдическая лилия. И это как подсказка вам, мои дорогие, что не все в нашей жизни однозначно. Поэтому успевайте замечать горизонты, новые возможности. Успевайте увидеть подсказки, которые приходят к нам извне. Допускайте какие-то альтернативные варианты, нехоженные тропы для вас. Не случайные случайности будут складываться в красивый узор в 2025 году. И, может быть, даже то, что вы уже думали, закончилось или у меня не получится осуществить. И тогда, если вы допустите этот альтернативный вариант и понимаете, что на самом деле жизнь не бывает полностью предсказуема, тысячи каких-то нехоженных троп, дорог или вариантов развития событий могут прийти в мою жизнь. И вы попробуйте совершенно кардинально что-то новое. И вы удивитесь, насколько крепки будут ваши победы и возможности. Здесь может быть и рост популярности,
или что-то очень важное, вот как тот подвиг, вы сумеете совершить. Поэтому с ней не отказывайтесь от той идеи, которая выглядит поначалу по-дурацки. Или что-то возвращается с новыми возможностями. Ну, то, о чем вы грезили, мечтали в прошлом. Давайте посмотрим, от чего вы можете отказаться сами или будете переводить на новый уровень или в новый, ну, какой-то другой вариант, трансформировать. Вообще карта любви. У кого-то это может быть человек возвращается с новыми намерениями и целями. Вообще у нас вверху, в правом верхнем углу, кадуцей. И это как тоже знак небесного благословления. Вот обратите внимание, тут и по части личной жизни, у кого-то по части творчества, может быть, заработков, каких-то новых ваших проектов или тех проектов, которые не хватило времени в 2024 году реализовать, и возможности к вам возвращаются. И если мы говорим «личная жизнь», а спросили мы, от чего вы можете отказаться или вы это будете где-то видоизменять, может быть, это ваши партнерские отношения. Может быть, за период времени вы изменили по отношению к конкретному человеку. И здесь это может проиграться, ну, даже у людей семейных или какой-то длительный союз. С одной стороны, это может быть как организация семейного бизнеса, правда, я такое могу предположить. Или когда была какая-то дружба, а здесь теперь тоже какой-то новый интерес, я могу и такое допустить, что человек какой-то может вернуться в вашу жизнь с каким-то предложением, но ведь вы же можете от этого отказаться, потому что вы поймете, что, ну, может быть, слишком много у меня сомнений. И тут, наверное, у каждого по-разному. Кто-то будет соглашаться. Вот тут может вернуться конкретно какой-то человек, о котором вы уже перестали думать. И, может быть, он с новыми намерениями и целями. Но все зависит от вашей готовности. Вверху у нас король кубков. И все же личная жизнь для вас действительно не на последнем месте. Поэтому рассмотрите какие-то, опять же, альтернативные варианты. Здесь может быть что-то доброе, хорошее. И если есть отношения искренние, значит, они должны быть на самом деле продолжены, и, может быть, вам удастся создать какой-то очень крепкий, прочный союз. И, возможно, это не совсем карта страсти, кстати. Здесь не про страсть. Здесь двое людей считывают друг друга, понимают друг друга без слов. И здесь может быть как и творческий союз, так и в личной жизни любовный союз. Но это не совсем, опять же, построено только на эмоциях. Здесь это еще построено на интуиции, на доверии. И вопрос доверия или доверчивости. Где вот эта грань? У каждого она своя. Хоть и вас объединяет один год рождения, но каждый видит мир по-разному и имеет свои представления о нормальных отношениях или о тех отношениях, которые я хочу продолжать или которые я завершаю. Здесь тоже разная концепция, но то, что можно и нужно быть счастливым, это точно. Давайте откроем карту «Совет». Личная жизнь должна быть приведена тоже в баланс. Конечно, туз кубков будет означать где-то ваши достижения. Все же это карта радости. Отчасти эта карта может говорить о том, что, ну, это, знаете, в 2025 году по сравнению с предыдущим годом, с вашими энергиями, это год более спокойным. Голубь вылетает из этого кубка, и поэтому возможность реализовать свои проекты самые разные. И не только по вашим достижениям, но и по личной жизни тоже. Но карта вам напоминает в карте совет. Ты должен быть счастливым. Ты должен сбалансировать, наверное, все вот эти направления свои, как и по части заработка или вашего самовыражения, так и в личной жизни. У тебя должен быть надежный партнер. А вот как вы эту конфигурацию проведете, это будете решать вы сами. Но если мы говорим об энергиях и рассматриваем с позиции Таро, да, какие энергии придут в 2025 году, то вот как раз в карте совет «Принимай любовь». Перекладывайте на себя и будьте счастливы, будьте любимы всегда.